Сегодня у нас пересказ аниме «Перестану быть героем». Перед началом ролика не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий. Приятного просмотра. Аниме начинается с прота по имени Лео посреди разрушенного города, в котором под дождем видны обломки и обломки зданий. Среди тишины, вызванной дождем, мы видим, что он вооружен мечом и чем-то вроде боевой формы. В этот момент голос просит его не напрягаться слишком сильно, и что если в какой-то момент ему станет слишком больно, он может уйти в любое время. В другом месте. После этого, пожалуйста, попроси его прожить свою жизнь так, как он хочет. Прота просто поворачивается и говорит ему, что сделает это, и после этого уходит. Некоторое время спустя мы видим того же человека в чем-то вроде мантии с капюшоном, идущего по заснеженной горе в направлении огромного замка. Подойдя к воротам, вы можете увидеть через него нескольких солдат-гоблинов, восстанавливающих все разрушенное. Именно тогда у Прота возникают воспоминания о том, как он сам убивал своих врагов в том самом месте. После этого он продолжает подниматься по лестнице, пока не достигает красной двери, и после того, как он стучит в нее с другой стороны, слышен женский голос, который дает ему разрешение пройти. В этой комнате, которая находится в тронном зале, мы видим 5 человек, 2 мужчин и 3 женщин, и одна из них сидит перед ним. Больше всего его привлекает девушка, сидящая на троне, которая, как нам говорят, является королевой демонов Ехидной. После этого нас знакомят с ее 4 генералами: Эдвард — человек-дракон, убийца, Лили — девушка-чудовище и болтает волшебница Су-ведро. Знающий толк в ситуации, в которой он оказался, пытается остаться незамеченным, потому что он герой, победивший армию от короля демонов, и постепенно начинает приближаться к ним. Оказавшись у его ног, он снимает капюшон, показывая, что в настоящее время он бывший герой Лео Демонхарт. Они реагируют шокирующе, когда парень, победивший их, появляется перед ними, так как этот просит его присоединиться к их армии сейчас. Но несмотря на то, что он говорит о своих преимуществах и о том, почему он может им помочь, королева демонов нападает на него, думая, что он насмехается над ней, говоря ему о том, что они не могут принять его в свои войска, и неоднократно нападая на него, несмотря на то, что он пытается настаивать на том, что это может быть действительно полезно для восстановления армии, даже более могущественной, чем она была до того, как он победил его. Но угловой по-прежнему игнорирует его, продолжая стрелять очередями, которые, похоже, даже не влияют на Прота. После этого он рассказывает нам, что около года назад демоническая армия свергла лидерство этой девушки, которая появилась в мир, ища неожиданную миссию, однако король нанял его для защиты человечества, поэтому, как и любой герой, он собрал элитную группу, и они быстро отправились в столицу. После этого мы понимаем, что была только одна проблема, но они решили ее очень легко, так как он действительно могущественный. Будучи настоящим рыцарем, он овладел всеми видами оружия, известными человеку, не говоря уже о колдовстве, из-за огромной разницы, которую он имел с остальными. Группа, поскольку маг просто хотела выучить исцеляющие заклинания, солдат понятия не имела магии, а ее лучник был бесполезен, когда враги подходили слишком близко. По правде говоря, он находил их довольно бесполезными, не говоря уже о том, что они были обузой для кого-то вроде него. Поэтому ему пришлось уйти одному под предлогом того, что за то время, которое он потратил на них, он мог бы спасти мир 5 раз. И после этого он победил королеву Ехидна сам по себе и в одиночку разгромил демоническую армию, демонстрируя, насколько он безмерно могущественен, и что у королевы демонов нет причин не нанимать его. Рассказав нам эту небольшую историю, мы видим, что Прота встречается с 4 великими генералами. И Эдвард говорит ему, что, возможно, он не нанял его из-за его раздражающего характера и поведения. Но он настаивает на том, что это бессмысленно, поскольку он предложил ему идеальный план, по которому его генерал должен быть принят на работу. Армия снова станет такой же хорошей и даже лучше, чем раньше. Это радует Лили, девочку-зверя, и мы видим, что между всеми уже были определенные предыдущие отношения, потому что они встретились в тот момент, когда герой собирался победить Экинну. И он даже подружился с малышкой. Попытавшись мельком увидеть, что 4 генерала были довольно колоритной группой, его прерывает Магашутина, которая просит его больше не ходить вокруг да около. И что если у него есть какие-либо темы для обсуждения, пусть он скажет ей все сразу, потому что если королева Ехидна узнает, что он был убит, она может быть убита. Встреться он с ним, я бы жег замок дотла. Объясни, что они встретились с ним только потому, что после того, как его выгнали, он вернулся и попросил его встать на колени. В этот момент, чтобы попытаться убедить их, Прота представляется каждому из них и приводит
приводят ему причину, по которой они должны рассчитывать на него с этого момента, объясняя им, что они должны делать. Какой он могущественный и как он победил каждого из них в бою. Это заставляет человека-дракона смеяться, который подтверждает, что действительно прошло слишком много времени с тех пор, как кто-то победил его в честном и честном поединке. И говорит, что скрестить мечи с могущественным противником – это наслаждение. Вот когда начинаются воспоминания о том, как я побеждаю каждого. Против первого, с кем я столкнулся, был Эдвард, который был самым сильным физически на сегодняшний день, так как он был мастером-воином. Сильным и выносливым из-за своей драконьей чешуи, так как ему пришлось бы сражаться в одиночку. Сражаясь с ним одним мечом, я очень сомневаюсь, что смог бы что-то с ним сделать. Однако, используя магию, я очень легко его побеждаю. После этого он говорит, что поскольку этот человек благородный, он также довольно глуп, поскольку он просто сражается лицом к лицу. И спрашивает, почему он выполняет приказы королевы демонов, если, будучи таким сильным, он мог бы править всем миром, на что мужчина отвечает ему тем же. Что он просто хочет жить жизнью хорошего фехтовальщика, сражаясь с достойными противниками, и что правление – это очень тяжелая работа. И он не мог проводить время со своей дочерью Джульеттой. После этого Мерн убийца. Он говорит ему, что искренне сожалеет о нем, поскольку, путешествуя в одиночку, у него не должно быть друзей, с которыми он мог бы проводить время. И после этого мы видим, как он смог победить этого мальчика, и здесь он рассказывает нам, что Мерис – молодой полудемон, который когда-то был в гильдии убийц, что, по его мнению, было очень важно. Он проявил себя в своем бою, так как его скорости не было равных. Однако, несмотря на то, что он атаковал его со всех сторон незаметно и быстро, Прота без проблем выдержал все повреждения. И с помощью заклинания разрушил часть церкви, в которой они сражались, в результате чего на него обрушились обломки, победив его. Что принесло ему проблемы с жителями деревни из-за того, что он был ранен. Что он разрушил охраняемое место за счет ущерба, нанесенного виновнику драки, и, похоже, ушел не заплатив, сделав вид, что ничего не слышит. Этот жест повторяет Лили, девочка-зверь, которая, как мы видим, ведет себя так, как будто Прота ее старший брат, пытаясь привлечь его внимание, и что он гордится ею. Именно тогда он понимает, что то, как они встретились, было довольно нелепо, потому что, когда он укрылся от дождя под деревом, она была там. У нее, по-видимому, была амнезия. Она сказала, что у нее нет семьи, друзей или куда-то еще, куда можно было бы вернуться. Поэтому ради ее чести она не могла оставить маленькую девочку одну и решила присмотреть за ней на несколько дней. Однако, в конце концов, он вспомнил, кто он, и сказал, что это был генерал-зверь, который напал на него, чтобы защитить королеву демонов. Однако не выдержал слишком долго в битве и потерпел поражение, узнав, что в его племени, если кто-то потерпел поражение в бою, ему суждено жениться на ней. Этот человек. Вернувшись в настоящее, мы видим, как маленькая девочка спрашивает его, когда будет свадьба, на что он отвечает, что это будет свадьба, когда она немного подрастет и станет старше. До нас наконец дошло, что она победила Шутину, которая была волшебницей, которая, как говорили, владела любым существующим заклинанием. Чтобы воспользоваться этим преимуществом, Прота выступила вперед, наложив заклинание, которое не позволяет использовать магию, заставляя ее сражаться в физическом поединке, в котором она была позорно слаба, и, наконец, она была побеждена. Я ничего не мог поделать, и вот как он в конце концов победил, и как он рассказывает нам, через 2 минуты после боя он начал плакать, прося пощады. Рассказав все это, спрашивает его, понимают ли они теперь, почему он более достоин служить в этой армии. Волшебница злится из-за того, что она волшебница, и что, будучи упомянутой волшебницей, она явно не может сравниться с героем в физическом бою, над чем он насмехается, говоря о том, что она настоящий профессионал и что у нее всегда должен быть план «Б». И это очень-очень раздраженная спрашивает ее, как у нее должен быть план «Б» для кого-то, кто может отменить все ее заклинания, поскольку в мире буквально нет никого, кто мог бы сделать это за доли секунды. Во-вторых, они гуляют. Но она снова издевается, говоря ему, что у нее есть кто-то прямо напротив. После этого Мерна говорит, что она действительно хотела услышать, как она всех победила. И все сходятся во мнении, что в то время она была самой слабой из всех, что очень краснеет перед девушкой, которая просит ее сразу сказать, куда она хочет попасть. И спрашивает, почему это произошло. Герой внезапно захотел присоединиться к демонической стороне. Именно тогда мы узнаем, что в финальной битве королева демонов ехидно выступит против него. Это был действительно подвижный бой, поскольку она превратилась в свою окончательную форму. Однако герой уклоняется и блокирует все ее атаки, пока его не подбрасывает в воздух косичка. Но как будто с ним ничего не случилось, он атаковал сквозь дым, приближаясь к Кидне. И после того, как он прорвался сквозь толпу, он, как ни в чем не бывало, атаковал. Ее защитный щит пронзил ее драгоценный камень силы кинжалом, ослабив ее,
тем самым полностью выведя из строя. И после этого он вернулся в столицу, где заметил, что люди начали бояться его из-за его великой силы, потому что если кто-то такой сильный восстанет против него, никто не сможет его остановить, и все начнут отворачиваться от него. Спустя некоторое время начал распространяться слух, что герой представляет опасность для всех, и поэтому они решили попытаться покончить с ним, убив его, поскольку больше не считали его человеком, а монстром. Итак, на следующий день они наняли группу убийц, чтобы попытаться убить его. Однако был чрезвычайно слаб, и даже Прота считает их оскорблением, поскольку он сам в одиночку победил королеву демонов, поскольку его собирались остановить простые убийцы низкого класса. Некоторое время спустя король захотел поговорить с ним и был глубоко благодарен ему за помощь, которую Прота оказал ему в создании королевства, спасая его от этой угрозы и защищая философский камень. Однако, увидев ужас, который он внушал своему народу, решил быть с ним добрым и просто изгнать его, сказав, что он им больше не нужен, но что он всем сердцем доверяет доброй воле мальчика. После этого Эль-Прота жил, прячась и оставаясь незамеченным, будучи человеком в капюшоне, который бродил по городам и весям, размышляя о том, почему он рисковал своей жизнью, чтобы защитить такой гнилой мир, понимая, что из-за этого у него никогда не было дома и нигде не пустил корни, а также о том, что он не был в безопасности, что мне буквально некуда было идти. Пока однажды он не услышал, что демоническая армия снова ищет новобранцев, чтобы попытаться снова встать на ноги. И услышав это, сам не зная почему, он пришел к выводу, что единственные, кого они захотят принять, это они. Поэтому я провожу ночи без сна, работая над их планами и вкладывая свой вклад в будущее. Встаньте на сторону королевы Ехидны, чтобы они поняли, что вы действительно хотите им помочь. И после пересечения огненных пустынь и гигантских заснеженных гор он добрался туда, и именно по этой причине он хочет работать на них. Услышав эту печальную историю, Лили начинает плакать, и Чутина решает дать ему небольшой шанс, так как она не заметила фальши в его словах. Однако не будет принят на работу официально, но сначала ему придется пройти месячный испытательный срок, в течение которого он должен быть достаточно прибыльным, чтобы зарабатывать деньги. Армия, доказавшая свою полезность для этого, и кроме того, чтобы королева демонов не обнаружила этого, всегда должна использовать магический предмет или заклинание, чтобы всегда оставаться замаскированным. После этого Прота спрашивает ее, в чем заключается главная проблема, с которой они сейчас сталкиваются, на что женщина отвечает, что их главными приоритетами являются укрепление своих рядов, ремонт замка и приобретение оружия, а также многие другие проблемы, поскольку организовать армию очень сложно. После этого Лили также говорит, что у нее много работы, так как она отвечает за логистику и управление ресурсами. И это очень удивляет Прота, поскольку он знает, что это важнее всего. И эту должность дали кому-то, кто понятия не имеет, как ее выполнять. Это очень злит волшебницу, поскольку она говорит ей, что если бы не он, она бы разгромила всю армию, и сейчас у них не было бы этих проблем. Однако Эдвард успокаивает ее, говоря, что теперь он поможет вам уладить все эти проблемы. Наконец, приветствует его среди всех и говорит, что как только испытательный срок пройдет, они сами порекомендуют королеве официально принять его на работу. Уже вечером мы видим Прота, который думает обо всем, что нужно сделать с этого момента, и ты хочешь добиться наилучших результатов. Поскольку он хочет спросить королеву Ехидну о том, о чем он думал с того рокового дня, поскольку он увидел, что именно она отдала ему приказ своей армии не убивать без необходимости и никому не причинять вреда, вторгаясь на любую территорию мирным путем, что заставляет Прота сомневаться в том, почему для нее так важно вторгаться, никому не причиняя вреда. И потому что, несмотря на поражение, она отказывается покидать человеческий мир. И после того, как он запомнил эту фразу «живи своей жизнью так, как ты сам этого хочешь», он обретает уверенность в себе, чтобы бороться за присоединение к своей группе. На следующий день утром Прота просыпается готовым начать свой день, помогая в работе по восстановлению демонической армии, поэтому он отправляется в путь. Идти рядом с волшебницей, когда она замечает, что дверь в ее комнату заперта. С помощью заклинания тебе удается взломать замок. Оказавшись внутри, понимает, что женщина все еще спит и пытается разбудить Чутину, однако та, похоже, никак не реагирует на попытки Прота. Поэтому он решает разбудить ее испугом, имитируя голос женщины. Королева демонов говорит ему, что есть над чем поработать. После этого выпивки женщина встает и сожалеет, что бросила свою работу. Она просит извинений, очень напуганная, смущенная, пока не поймет, что это Прота.
В тот момент, когда она прибывает, она в пижаме, и она автоматически смущается и накладывает на мальчика мощное заклинание, разрушающее всю стену в ее комнате. Это настораживает королеву демонов, которая сначала думает, что это нападение, однако понимая, что это часть одного из них. Ваши генералы автоматически успокаивают себя, думая, что это был просто стресс. Некоторое время спустя Прота сметает все, что было разрушено волшебницей, которая приходит в ярость и с сожалением ходит по комнате. Когда мальчик спрашивает его, почему этот стул, он отвечает, что это из-за него, так как сейчас у него огромное переутомление из-за того, что он не может усидеть на месте. Весь ущерб, который он нанес, когда победил армию. Сейчас демоническая армия испытывает серьезную нехватку личного состава, так как большинство высшего командования вернулось в мир демонов, чтобы оправиться от ран. И из-за этого генералы теперь перегружены работой, что действительно утомительно, поскольку на каждого приходится много обязанностей, те, которые может сделать только один человек. После этого Прота говорит Суккубе, чтобы она не беспокоилась, потому что он здесь, чтобы помочь ей, и что она должна быть доброй. Но она злится и отвечает ему, что поскольку она притворяется, что делает это с мужчиной, который входит в ее комнату, пока она спит. На что он в шутку говорит ей, что ему не должно быть все равно, как звучит его ведро. Это смущает девушку, которая снова нападает на Прота. И через некоторое время, когда Шутина уже оделась и привела себя в порядок, она снова встречается с Протой, который ждет ее в своем кабинете. Там я увидел большой стол с большим количеством документов и списком дел. Она подтверждает ему, что они упорядочены по важности, и прочитав его, он понимает, что в нем легко написано более 50 дел. Вопрос в том, почему он не решает делегировать какое-либо из них, но она несколько грустно спрашивает его, кто мог бы, поскольку у него нет ни коллег, ни подчиненных. Поэтому он дает ей понять, и его внимание привлекает одна из задач, которая заключается в перезарядке мановых реакторов в замке, объясняя, что существует ряд объектов, которые используют эту магию для работы различных инструментов. Однако поднимает первую проблему, а именно то, что только человек, который их создал, может пополнить их энергией. Следовательно, реакторы, созданные Шутиной, могут быть восстановлены только самой волшебницей, поскольку если бы кто-то с другой длиной волны магии попытался это сделать, реактор разрушился бы. Я бы разрушил и взорвал. После этого Прота решает взять на себя эту миссию, поручив ей пополнить запасы реакторов. В этот момент Лауку благодарит ее за то, что она взяла на себя эту задачу, так как она настоящая головная боль. Она объясняет, что использовала для этого способность гармонизировать, с помощью которой она может копировать свою магическую длину волны и воспроизводить ее. После этого Прота спрашивает ее, сколько у нее реакторов в замке, на что она отвечает ему, что их всего 4, хотя во всем мире их более 100 замок. И что с ними нет проблем, так как их просто нужно пополнять раз в несколько дней. После этого, довольно уверенный в себе, Прота просит у нее 2,5 часа, чтобы выполнить работу. На что она немного разочарована и говорит ему, что сама может сделать это менее чем за час. На что Прота говорит ей, чтобы она была спокойна, так как это ее удивит. И что он обещает никогда больше ее не разочаровывать, чтобы наконец подразнить ее, сказав, что как только он закончит, она поблагодарит его. Она даже прыгнет на него и крепко поцелует, но она немного игнорирует эту тему, думая, что когда все закончится, она даже поблагодарит его, что он не сможет удивить ее. После этого Прота отправляется выполнять свою миссию, но перед этим использует заклинание метаморфозы, превращаясь в черного рыцаря, и думает, что у него должно быть имя. Поэтому он снова подходит к Чутине и просит его дать ему титул помощника генералов, так как это заставит людей доверять ему и подчиняться ему. Она позволяет ему это, и Прота выходит из комнаты, но прежде она спрашивает его, что он думает об имени Готхард. Но она игнорирует его и приказывает ему немедленно идти выполнять свою работу. Выходя из комнаты, он встречает девушку, которая казалась чем-то обеспокоенной, но это выбегает, как только видит его. Тем временем в комнате для собраний замка королева демонов и 3 других генерала вместе разговаривают о том, что если они заметят, что Шутина ведет себя странно, они убегут. Немного странно, и что если они это заметят, немедленно сообщите ей, так как она чем-то обеспокоена, он хочет ей помочь. Однако остальные убеждают ее, что это еще больше ее напрягает, и ехидно дает им повод. Через 30 минут Прота возвращается в кабинет волшебницы, которая спрашивает его, почему он странно разговаривает, и объясняет, что она думала о том, чтобы изменить свою манеру говорить, чтобы соответствовать его стилю еще немного. И посмотрев на часы, он спросит, почему вы там, если прошло всего 30 минут. Он отвечает ей, что ему нужно успокоиться, так как он взял на себя ее работу, и она говорит ему, что тогда он даст ей другое задание, но он отвечает ей, что немного устал. Поэтому первое, что он сделает, это немного отдохнет, восстановить силы. Он говорит ей, что пока у него перерыв, он хочет, чтобы она работала, чтобы учиться у нее, и что он явно не будет ее беспокоить, так как будет сидеть там тихо. Пока она работает, время идет.
идет, и он говорит ей, что она уже достаточно отдохнула, но он во время еды говорит ей, что предпочел бы отдохнуть еще немного. И вы поймете, что еда довольно мягкая, поэтому, чтобы подбодрить войска, они должны улучшить питание там. Это очень злит Чутину, так как она начинает думать, что Эль-Прата бездельник. И когда проходит час, она возмущенно встает перед ним, говоря, что он уже должен быть более чем отдохнувшим. Но когда он отказывается продолжать свою работу, она пытается поднять его силой. Здесь Прата использует заклинание, которое усиливает на нем гравитацию, так что она не может поднять его с дивана. На что он уже упрекает ее в том, что у него и так достаточно маны, чтобы тратить ее на такие глупые заклинания, но явно не для работы. Так что здесь мы можем сказать, что Прата буквально спит как убитый. Волшебница снова возвращается с работы, в то время как мальчик лежит на диване и думает о том, что было бы лучшим вариантом, чтобы его новое имя в демонических войсках было принято. И спрашивает генеральшу, что она думает. Подумая об имени Лордоникс. Она, видя, что мальчик давно ничего не делал, понимает, что он бесполезный и очень-очень ленивый песочник, который только тратит ресурсы впустую. Это немного напугало Прата, так как Шутин начинает материализовывать свой магический центр и говорит ему, что он понял, что он не принесет никакой пользы армии. Поэтому он начинает произносить заклинание, с помощью которого он атакует Прата. В этот момент кто-то стучит в дверь, и она останавливается. Прата радуется, так как говорит, что прибыл кто-то важный, и что он присоединится к армии королевы демонов любым способом. Услышав, что его присутствие снова превращается в черного рыцаря, в комнату врывается девушка, до этого находившаяся в коридоре, которую зовут Деанет. И, официально представившись лордом Ониксом, просит молодую женщину рассказать ему о своем отчете по техническому обслуживанию реактора. В то время как Шутина выглядит несколько озадаченной, девушка начинает рассказывать, что ей удалось подзарядить реакторы благодаря талисману, который она ей подарила. И это очень удивляет возлюбленную девушку, который спрашивает Прата, не выполнял ли он эту работу по заправке реакторов, но объясняет ему, что он был в мастерской замка и точно получил аметист от ювелира гоблинов. Затем она использовала этот талисман и околдовала его так, чтобы у него была та же длина магической волны, что и у нее. Так что любой, у кого был такой талисман, мог автоматически перезаряжать реакторы, снимая с генерала большой груз. И все это ему удалось всего за 15 минут. После этого он потерял еще 5 минут из-за того, что Лили неожиданно отвлекла его. А затем еще 5 минут, чтобы найти Дионет. И последние 15 минут он учил ее, как перезаряжать реакторы. И после этого он отдал приказ Диане найти других людей, способных четко выполнить эту задачу, которые могли бы руководить работой. Поэтому она нашла еще 3 колдунов с аналогичными способностями, и они передали талисман для заправки реакторов. Она, наконец, благодарит его за хорошую работу и говорит ему, что примерно даст им больше талисманов, чтобы они могли ускорить свою работу. И что, несмотря на то, что это заняло немного больше времени, чем она ожидала, то, что он хотел бы в этом задании, очевидно, когда он будет в первый раз, ему простят. Тем временем он теряет дар речи, он не знает, что сказать. Поэтому Прата говорит ему, что эта задача уже выполнена, и что его работа уменьшила нагрузку на его плечи. Так как Диана беспокоилась о его здоровье, она решила помочь ему, и это радует волшебницу, которая говорит ему рассчитывать на нее с этого момента для выполнения дополнительных задач. И это радует молодую женщину, которая радостно уходит. Оказавшись один в комнате, Прата спрашивает ее, понимает ли она наконец свои истинные обязанности, которые заключаются в том, чтобы поручать дела другим. И ей придется помогать только в том случае, если что-то пойдет не так, что значительно уменьшит ее шансы на успех. Стресс и нагрузка, которые у меня были. Он также объясняет ему, что работа — это не то, что нужно выполнять в одиночку, тем более в большой организации, где много людей, которые могут помочь. И говорит ему о том, что вместо того, чтобы иметь чрезвычайно квалифицированного человека, работающего с большим усердием, лучше делегировать множество небольших задач другим людям, менее квалифицированные. Тогда она спрашивает его, почему он не сказал ей об этом раньше, на что он отвечает, что это потому, что он слишком беспокоится. То есть буквально сказал ей, что она очень энергичная девушка, что если бы она сказала ему, что поручила домашнее задание кому-то другому, если бы она занервничала намного сильнее и захотела бы сама пойти и проверить, все ли в порядке. Осознав, что он полностью раскрыл ее, она автоматически испытывает стыд. И он продолжает говорить ей, что она должна быть спокойна, поскольку большая часть военнослужащих — это люди, с которыми она сама брала интервью. И что она должна доверять как своему суждению, так и людям, которые работают на нее, под ее началом, и она должна руководить организацией таким образом, чтобы все могло продолжать работать, если она в какой-то момент умрет. Это преподает Чутине отличный урок,
который впоследствии выводит его из себя. Поскольку он понимает, что пока остальные усердно работали, он ничего не делал, кроме как бездельничал в своем офисе. Однако он поправляет ее, говоря, что пока она отдыхала, она одновременно работала, наблюдая за ним, и что он многому научился, наблюдая за ней. И даже заметил, что некоторые вещи, которые были не слишком эффективны в некоторые моменты выполнения заданий, и он даже взял на себя ответственность за это. Проблема в том, чтобы лучше изменить рабочие предпочтения, набрав 2 семерки, которые вы можете без проблем передать кому-то другому. И что мне просто нужно было бы научить ее, поскольку это ее работа в качестве руководителя. И после того, как Прота начинает смотреть на карту, волшебница извиняется перед ним за то, что неверно оценила его, на что он отвечает, что у него нет проблем с тем, чтобы помочь ей, потому что если она падет, вся армия падет вместе с ней. И если это действительно произойдет, им будет некуда пойти, так что тебе не нужно благодарить его за это. И после этого он решает приступить к своей следующей задаче, на что она, прежде чем уйти, благодарит его за помощь и шутит, что он забыт, что-то напомнило ему в сказанной им фразе о том, что он был бы удивлен, если бы она тоже выполнила свою работу, и она подошла бы к нему, чтобы поцеловать его, что очень смутило волшебницу, в которой она нападает на Прота. Уже вечером они снова собираются вместе, потому что у Шутины есть важная миссия для него, потому что Лили отправляется на логистическую миссию, так как продукты питания и снаряжения в замке заканчиваются. Поэтому он просит ее пойти и помочь им, чтобы убедиться, что все в порядке, что груз в безопасности, и этот, видя, какой плохой план был у Лили, решает принять миссию, чтобы все прошло гладко. План в основном состоял в том, чтобы отправиться в Мар-Ларго, в котором вы разбросаете по его прекрасным водам множество островов, большинство из которых неизведаны, окутывая море некоторой тайной. Но посреди этих островов есть паразит на изобилие ресурсов, изобилующие растительностью, фауна и месторождения полезных ископаемых, которые предстоит открыть. Там есть затонувшие корабли, которые давно востребованы природой, и именно здесь находится Прота, наслаждающийся небольшим отдыхом. Однако эти фантазии быстро заканчиваются, прерванные маленькой Лили, которая играет с некоторыми членами демонической армии, бросая им вызов. Гонка, чтобы увидеть, кто из них сильнее быстро. И это несколько злит Прота, потому что он видит, насколько бесполезной оказывается девочка. Здесь у нас есть воспоминания о прошлой ночи, когда Чутина рассказала Проте о плане, в котором Лили отправлялась на следующий долгий день в миссию по материально-техническому обеспечению. Из-за удаленности этого места Прота немного скучал, но волшебница объясняет ему, что демоническая армия и люди Ларго имеют прочный и нерушимый союз. Там нам рассказывают, что около 3000 лет назад король демонов Белиал возглавил нападение на человеческое королевство. После его поражения многие жители демонического мира обрели мир с человечеством и стали разнообразной частью его общества. Однако, когда раса, называемая драконьими людьми, подверглась агрессивному преследованию со стороны людей, стало ясно, что последовательность не будет вариантом. И из-за этого этим существам пришлось столкнуться с трудностями. Поскольку они все еще помнят ту болезненную историю, они с распростертыми объятиями приняли вторжение королевы Кидны. И именно благодаря этому демоническая армия смогла так долго продолжать борьбу против человечества, являясь своего рода спасением. Спасение для вашей армии. Услышав это, Прота теперь понимает, почему его отправляют помогать с логистической миссией. Потому что продукты питания и оборудование в замке заканчиваются, поэтому они должны убедиться, что груз доставлен в целости и сохранности, поскольку самая большая проблема – это план выдачи, который он предложил Лили, который из-за своего возраста и детского мышления был очень несерьезным. И поэтому ему обычно требуется много времени, чтобы завершить свои миссии. Услышав это, Прота спрашивает, почему они не отправляют Эдварда, так как, будучи также драконьим народом, ему можно было бы гораздо больше облегчить отношения с жителями острова. Но Чутина говорит ему, что они не могут отправить его, так как ему нужно, чтобы он защищал замок. К тому же он всегда хочет делать всю домашнюю работу сам, и Лили ничему бы не научилась, если бы он выполнял всю работу. Это немного огорчает Эль Прота, так как он считает абсурдным, что она присоединилась к армии демонов, чтобы в конечном итоге устроиться няней. Однако в конечном итоге соглашается и после его немного резкой шутки выгоняет его из своей комнаты. На следующий день они наконец прибывают в Ларго, где Лили создавала проблемы, развлекаясь с маленькой девочкой, что вызвало много беспорядков в городе.
Наконец, добравшись до портала, она рада, что выиграла гонку, и поздравляет всех с тем, что они были такими хорошими соперниками. В этот момент Прота спрашивает ее, может ли она уже прекратить играть, и она отвечает ему, что они играли, чтобы посмотреть, кто быстрее принесет припасы. Однако Гоблин говорит ей, что осталось еще много припасов, которые портал перенесет, но Лили говорит, что этого достаточно. Так что если вы не возражаете, мы можем продолжить игру. Что им явно нужно пойти поесть. Это беспокоит Эль Прота, и некоторое время спустя Лили предлагает ему съесть кокосовый орех, который она сама только что сорвала с пальмы. В то время как он думает, что такими темпами они не закончат, так как у Ларго есть портал между замком Королевы Демонов и тем островом. Но складские и логистические мощности острова по-прежнему переполнены припасами, и он думает о том, что если бы силы, которые явно имеют бесчисленное количество рас на острове, были эффективно использованы, они могли бы завершить работу за 1-2 дня, если бы на эту работу был назначен подходящий человек. Эту мысль снова прервала Лили, которая предлагает ему вкусную морковку, но он говорит ей, что сейчас он не голоден, и она отвечает, что Ира передаст их другим. На что один из гоблинов спрашивает, кто такой Прота, а она раньше, если она скажет, что он ее будущий муж, ее схватит с заткнутым ртом тот Прота, который представится. Некоторое время спустя, когда существа продолжают транспортировку, он замечает, что есть сооружения, нуждающиеся в ремонте, и говорит, что это нужно расставить по приоритетам в первую очередь. Однако гоблины игнорируют его, поскольку он говорит, что любые изменения в процедуре должны быть подписаны начальником, и это необходимо сделать. Тогда, когда вы рассматриваете это как проигранное дело. Уже на закате он сетует, что его никто не слушает, потому что он всего лишь временный охранник. И кроме того, многие жители города разозлились на войска из-за различных разрушений, которые произошли в деревне. Поэтому ему самому пришлось извиниться и предложить «приношу свои соболезнования», понимая, что поскольку все это будет продолжаться, вы в конечном итоге потеряете и Дрэгонфолк, и логистический центр в целом. И если это произойдет, то это будет вопрос времени, когда армия демонов полностью падет. В этот момент прибывает Лили, которая видит, что Прота подавлен, и спрашивает, не болен ли он, а он отвечает, что у него болит голова. Однако это очень беспокоит малышку, которая тем временем выбегает на улицу в поисках лекарств. В замке королевы демонов Чутины она спрашивает гоблина, прибыли ли уже припасы, но тот отвечает, что не уходит. Потом, когда ты и волшебница немного разговариваете, в ходе которого они сомневаются, много ли работы для Лили в том, что она делает, несмотря на то, что она делает. На что она отвечает ему, что она одна из генералов, точно так же, как и они. Если вспомнить разговор, который у нее был с Эквиной, в котором они разговаривают, несмотря на то, что герой победил их, не было ни единой потери. Судя по тому, что говорит королева демонов, это потому, что герой сдерживался, несмотря на то, что они бросили в него все, что у них было. И он подавлен тем, что ничего не смог с ним сделать в тот момент. Лилия появляется с цветком в руке и говорит ему, что нашла этот цветок у двери и что хотела подарить его ей. После этого она говорит ему, чтобы они посадили много цветов в саду, потому что, несомненно, так это будет выглядеть очень красиво, и это обрадует королеву. Вернувшись в реальность, мы можем увидеть волшебницу посреди сада, который полностью усеян цветами. И она говорит, что уверена, что Лили понимает, что ей следует делать. Вернувшись через некоторое время, мы видим, что Прота наблюдает за малышкой в поисках лекарства. В этот момент он понимает, что малышка очень хорошая, а также очень чистая, однако она очень незрелая и инфантильная, поэтому он не может общаться с ней логически, как, возможно, поступил бы с Шутиной. Несмотря на то, что она рада, что так заботится о нем, я бы хотел, чтобы она потратила половину этой энергии на работу. В этот момент ей приходит в голову идея. Позже, уже ближе к вечеру, Лили вернулась с лекарством и извиняется за то, что так задержалась. Войдя в палатку, она замечает, что Прота лежит в постели и очень страдает. Он говорит ей, что его укусила змея. После этого он сам рассказывает нам, что именно он вызвал эту ядовитую гадюку, чтобы помочь Лилии повзрослеть. Ей становится очень грустно из-за того, что он говорит ей, какой бы сильной она ни была, она будет мертва примерно через 12 часов. Но она предлагает ему предупредить Чутину, чтобы она вылечила его. Однако она говорит ему, что портал полностью сломан, поэтому он не может вернуться в замок. И продолжает рассказывать нам, что она позаботилась о том, чтобы ни у кого на острове не было способности вылечить его. А это значит, что единственный способ спасти ее жизнь – это вытащить малышку из замка. Иди за лекарственными травами. Вот как начинается план мальчика, и он говорит ей, что некоторые из них должны вырасти на западных вершинах, и она быстро уходит. Так что как только это исчезнет среди деревьев,
Он сам исцеляет себя с помощью заклинания и посылает свой шпионский глаз следить за малышкой, так как она умерла. Он готовился к испытаниям на протяжении всего пути. И чтобы пройти их, ему придется хорошо управлять своими людьми и использовать силу командной работы, чтобы пройти такие сложные испытания. Тесты были разработаны, чтобы научить ее управлять командой, и из-за большого выбора, с которым малышка охотится за травами, она превращается в большого белого волка по имени Фенрир, божественного волка, который является защитным божеством на континенте, с которого родом девочка-зверь. И хотя он понятия не имеет, почему она способна превратиться во что-то настолько важное, он точно знает, что она прошла первое испытание, которое заключается в том, чтобы разбить огромный камень, который он сам защищал заклинанием, блокирующим физические атаки. Малышка пытается поцарапать и ударить ее, но это не дает ей никакого эффекта. И Прота понимает, что для того, чтобы прорваться, им нужно найти подчиненного, который сможет снять заклинание. Однако из-за характера Лили он снова и снова атакует скалу, снова и снова расстраиваясь из-за того, что ничего не может с ней поделать. И хотя Прота уверен, что рано или поздно она обнаружит, что если она не может этого сделать, ей просто нужно попросить кого-нибудь о помощи, он ошибается в выборе. В этот момент скала начинает трескаться. Малышка в своем волчьем обличье продолжает одеваться снова и снова, увеличивая трещину в камне, и к изумлению Прота в конечном итоге скала, несомненно, разрушается. Но он убежден, что не сможет пройти второе испытание уже в одиночестве, пока в пещере не останется ни одного живого существа. Он достигает огромной стены из слизей, которые способны бесконечно раскалываться, когда вы ее ломаете, поскольку среди всех этих слизей есть одна слизь, которая является ядром. И если вы победите эту, вся стена исчезнет. Самый быстрый способ пройти испытание – это пригласить кого-нибудь очень проницательного и даже того, кто мог бы заморозить слизи. Однако, уничтожая так много слизей, это приводит к тому, что собственное давление между ними в конечном итоге приводит к раздавливанию ядра. Тем самым снова превосходя одно из ожиданий Прота, проходя его в одиночку на тест без необходимости играть в команде. Она продолжает двигаться вперед, пока не достигает области, где слышит голос, а через несколько метров видит огромную пропасть и понимает, что это третье испытание, которое Эль Прота провела, создав огромную пропасть с помощью магии, которую невозможно преодолеть, перепрыгнув через нее. И появляется таинственный человек, похожий на барда, который говорит ему, что он простой путешественник по имени Готхард, который на самом деле является самим трансформированным протоном, который скрыл свой запах, чтобы он не знал, что это его трансформация. После этого он видит, как Лили убегает со скалы бегом, однако страх заставляет ее затормозить и не решиться прыгнуть. Эль Прота знает, что несмотря на свои отличные способности к прыжкам, он не сможет добраться до другой стороны, так как есть только один путь. И в этот момент он начинает петь, говоря, что если бы у него был друг, который мог бы летать, он мог бы помочь ему перебраться через трещину. И он объясняет ему, что когда он не может решить проблему самостоятельно, он всегда может решить ее с помощью друга. После этого она благодарит его и говорит ему, что попросит помощи у остальных, уходя вглубь леса. И после этого Прота очень рад, так как теперь он осознает важность командной работы и позаботится о том, чтобы он получил всю необходимую практику, покрывая любые ужасы. В этот момент он чувствует, как Лили зовет его издалека, и он видит, как она плавает в реке, и она говорит ему, что попросила всех помочь. И они сказали ему, что они могут поплавать на дне, а затем подняться. И вот что я сделал, чтобы поблагодарить тебя за совет. И один за другим он проходил каждое испытание, которое ставил перед ним Прота, всеми возможными способами, кроме того, о котором он думал. На следующий день он просыпается и понимает, что рядом с ним стоит пустая миска, в которой есть ложка, а на его лице слезы. Следы того, что они что-то съели. После этого девочка-зверь входит в комнату очень счастливая, увидев, что у ее друга лучшее лицо, и она говорит ему, что достала оленя и накормила его. Он благодарит и говорит, что ему намного лучше. И после этого она вспоминает, что хочет ему что-то показать, дает ему лист бумаги с рисунком, с которым она объяснила план работы, и спрашивает его, будет ли это правильным способом, на что удивленный спрашивает его, думал ли он в этом вы сами. Она говорит ему нет, что это был совет, который дал ей человек по имени Годдард, который сказал ей, что гораздо легче работать вместе как команда, чем по отдельности. Поэтому она подумала об этом, пока он спал, и говорит, что поскольку она глупа, она не знает, что делать дальше, если только они им не скажут.
И тут Прота понял, что это так же просто, как сказать ему, что делать. И немного больше, осознав, что в конце концов идиотом был он сам, а не малышка, так как ему просто нужно было сказать: «Эй, попробуй это». Он поздравляет ее с проделанной хорошей работой, делая малышку очень счастливой, которая позже рассказывает, что все были очень счастливы разделить работу и сделать это быстрее, тем самым осознавая важность командной работы. Как только миссия вернется в замок, Чутина обрадуется, увидев, как малышка растет и становится надежным лидером. И после этого Прота спрашивает Лексис, зачем она его позвала, и она сообщает ему, что возникла еще одна очень важная проблема. И это то, что сама королева Кидны хочет, чтобы рыцарь Оникс немедленно предстал перед ней. Что немного напугало мальчика при мысли, что она обнаружила у него что-то подобное. После этого у нас есть видение прошлого, в котором вы видите современный город, ставший жертвой хаоса. Когда вы видите горящие и разрушенные здания, в то время как мы видим Прота над вертолетом, который говорит с нами, модерна, с помощью какого-то устройства, получающего приказ противостоять врагу, уделяя первоочередное внимание защите гражданских лиц, чтобы затем увидеть, как парень выпрыгивает из вертолета и разделывается пополам с каким-то орком на глазах у окровавленной женщины. А после того, как он мельком взглянул на нее и убедился, что с ней все в порядке, он Прота продолжает убивать своих врагов снова и снова, в то время как он сам говорит нам, что несмотря на то, что он был спасителем всех присутствующих здесь людей, они встретили его не аплодисментами, а глазами полными страха и грандиозных ожиданий. Но ему все равно, поскольку смысл его существования – защищать человечество. А потом в настоящем мы видим, как все это было кошмаром Прота, понимая, что со всем этим остаток дня закончится ужасно. И он вспоминает разговор, который у него был с Чутиной накануне, в котором она сказала ему, что, возможно, королева расстроена из-за этого, что он еще не представился ей. Однако колдунья сказала, что все идет хорошо благодаря помощи рыцаря Оникса. Тогда ее упрекают в том, что она, возможно, хочет увидеть его именно по этой причине. В тот момент нам стало известно, что Кидна была избрана королевой демонов по наследству. Однако она настолько могущественна, что может сразиться с Эдвардом с боевым мечом 1 на 1. Нам также говорят, что она очень хорошая заклинательница, как и болтушка до такой степени, что становится страшно, насколько она сильна. И что не имеет значения, какие приемы она использует, она все еще может видеть сквозь свой костюм. В этот момент его прерывает волшебница, которая говорит ему, что в любом случае ему следует поторопиться, и просит его, если он узнает ее личность, позвонить ей без колебаний. Однако он говорит ей, что с ним все будет в порядке, и после повторного заклинания ее доспехов говорит ей, что разберется с этим. И пусть она ведет себя так, как будто она ничего не знает. По дороге в зал собраний Прота думает о том, какое оправдание он мог бы дать королеве демонов. Однако, встретившись с королевой демонов, он говорит ей, что все будет в порядке. Она это относится к нему весело, с огромной улыбкой на лице, и даже доходит до того, что извиняется за то, что позвонила ему так быстро. И благодарит его за всю помощь, которую он оказывает. Затем она просит вас занять место за большим столом, за которым у нее огромный банкет. Некоторое время спустя, попробовав еду и спиртные напитки, вы продолжаете спокойно и дружелюбно беседовать. Однако Прота хотел выбраться оттуда как можно быстрее, насколько это возможно с человеческой точки зрения. Из-за того, как он напуган тем, что она раскроет его личность в этой ситуации, пока наконец она не расскажет ему, он делает предложение, которое очень беспокоит Прота, поскольку если он попросит его снять шлем с доспехов, его обнаружат. И это действительно то, о чем просит его девушка, поскольку она явно говорит ему снять шлем, на что он отвечает, что было бы несколько грубо показывать ей свое лицо. Но она настаивает, говоря ему, что хотела бы поговорить с ним с глазу на глаз. И так она подходит к нему, и она сама снимает с него шлем, чтобы увидеть его лицо, на что он быстро использует заклинание, чтобы немного изменить выражение ее лица, таким образом удлинив ее волосы. Ехидна сначала немного колеблется и начинает разглядывать его в деталях, однако на счастье героя это остается незамеченным. И она говорит ему, что ей нравится его лицо и что она чувствует большую силу за его мягким лицом, что очень успокаивает Прота, видя, что она в порядке. Пьяная, поэтому в поисках стратегии, позволяющей ей выбраться оттуда естественным путем, она замечает, что ее бокал пуст, и предлагает наполнить его с намерением напоить ее как можно больше, пока она просто не упадет. И поэтому бокал за бокалом превращаются в бутылки. И в тот момент, когда он думает, что достиг своей цели, она радостно признается ему, что все только началось. Тем временем Шутина спокойно наслаждается расслабляющим чаем и начинает беспокоиться о Проте, поэтому она думает, что должна пойти посмотреть, как идут дела, так как она тоже боится сказать что-то не к месту и сделать все еще хуже. В этот момент Лили входит в комнату, чтобы сдать свой отчет.
Прата, сорвавший свой первый план, решает попробовать новой, польщенной вкусной едой, которая стоит у него на столе. И после разговора о происхождении ингредиентов она признается, что гордится Лили и тем, что у нее есть все необходимое. Справилась с управленческой работой и что она с самого начала доверяла малышке, демонстрируя невинную улыбку, которая удивляет Прата. Поэтому воспользуйтесь возможностью, чтобы попытаться завести интересный разговор о том, как повара готовили рецепт, поскольку с ними они могут вызвать любой разговор. Итак, после того, как королева демонов немного поболтала с Галпротой, не только из-за ее работы, но и из-за ее обширных кулинарных знаний. После этого она спрашивает его, почему он всегда носит этот шлем и не хочет его снимать. Прата рад, что они добрались до темы разговора, которая его интересовала, поэтому он выдумывает, что он был проклят богиней. И что время, которое ему разрешено показывать, было потрачено впустую. Его отношение к другим очень ограничено. Вот почему он должен проводить большую часть своего времени в доспехах. Так что воспользуйся случаем и скажи ему, что он близок к пределу, на котором он может быть без шлема, однако он рад рискнуть, поскольку это возможность провести время с его величеством. И это заставляет его покраснеть. Девушке очень хотелось провести таким образом всю ночь, выпивая и наслаждаясь этими деликатесами. Что очень удивило Прата, поскольку он использовал крайний срок, чтобы уйти как можно скорее. Тем временем в другой комнате Стрелина и Лили спорят о том, стоит ли им пойти посмотреть, как идут дела с Протой. Но Дейанет сообщает Алексу и Фере, что у нее для нее чрезвычайно срочное сообщение. Несколько часов спустя, вернувшись в зал заседаний, Прота чувствует себя спокойнее, так как еще не выяснил, кто он. Однако больше всего на свете он хочет, чтобы он мог уйти оттуда. Подумав об этом, ехидно благодарит его за то, что он сразу же по приезде уменьшил нагрузку на Чутину, присмотрел за Лили. Поэтому я устроил эту вечеринку, чтобы поблагодарить его за его тяжелую работу, за то, что он помог всем в этом месте. После этого он спрашивает его мнение относительно героя Лео, говоря ему, что он слышал, что он тоже хочет вступить в армию, и спрашивает, будет ли он его приветствовать, но он не отвечает. Она в ярости отвечает ему нет. И дело в том, что этот Лео был бы последним человеком, которого он хотел бы видеть в своей армии, поскольку это наверняка разрушило бы его изнутри. В то время как он думает обо всем этом, она совершает огромную глупость, потому что буквально перед ней герой, а она даже не заметила. И она говорит ему, что если бы не герой, у нее уже был бы философский камень, и их бы сейчас не было в этой комнате ситуация. Так что воспользуйся истерикой королевы, чтобы рассказать нам кое-что о философском камне и сообщить, что это сокровище, найденное в городе Святая Святых Реналиса, и что первый святой король раскопал ее более 3000 лет назад или около того, используя свою власть для основания столицы. Ходят слухи, что философский камень превратил пустоши вокруг города в зеленые поля, защитил жителей города от чумы и, возможно, даже сделал кого-то бессмертным. Однако большинство ее слухов ложны, и она знает это, потому что я использовал ее раньше, хотя это был не тот камень, который есть в столице, который я использую. Однако философский камень никому не даст сверхспособности или чего-то в этом роде. Это даже не магический усилитель и не панацея. Закончив рассказывать информацию об артефакте, понимает, что Кидна продолжает плохо отзываться о нем, показывая, какова была его цель с вторжением. И заявлением о том, что его попытка добиться этого была ошибочной и что лучшим способом было бы работать вместе со студентами. На что он напоминает Проту из детской сказки о людях и демонах, объединяющих силы, и рассказывает нам о ком-то по имени Эйбрат, объединяющий руки. В этой истории рассказывается о дьяволе, который отправился в мир людей и построил город, где люди и демоны живут в гармонии. Однако эта история не имеет ничего общего с сегодняшней реальностью, поскольку людям и демонам суждено вечно враждовать друг с другом. Это пробуждает любопытство Протоса, который спрашивает его о том, что он планирует делать с философским камнем, поскольку после того, как он победил его, философский камень был уничтожен. В прошлый раз, потеряв большую часть своей армии и территории, он решил остаться и попытаться возродиться с нуля вместо того, чтобы возвращаться в царство демонов. Понимая, что если бы он просто искал бессмертие или богатство, он бы потерял мотивацию и ушел. Тогда она начинает сомневаться в том, почему она хочет остаться в замке, восстанавливая свою армию. После этого небольшого разговора она просит его пойти с ней. После этого они выходят на балкон и открывают прекрасный вид на заснеженные горы на закате.
и она спрашивает его, бывал ли он когда-нибудь в царстве демонов, и отвечая, что нет. Она описывает ему, что это огромная пустынная пустошь в пустыне. Тот, где нет ни солнца, ни зелени, где воздух тяжелый, а вода грязная и нечистая. Так что кланы демонов сражаются друг с другом за те немногие ресурсы, которые есть в этом месте, обогряя пустошь кровью. Так что ей это надоело, и она хочет, чтобы они освободили землю от конфликта, искупали ее в солнечном свете и очистили воды, тем самым породив луга и леса, которые смешиваются с легким ветром. И так она хочет получить философский камень, чтобы заново создать эту землю, и это шокирует Проту, увидев, что она боролась с человечеством, чтобы улучшить жизнь своего народа. Она продолжает утверждать, что у нее нет никаких проблем с людьми, однако она должна любым способом получить философский камень, потому что если бы они предложили его добровольно, они бы приняли его без пролития крови. Однако даже если бы он объяснил им свои добрые намерения, они явно не отдали бы их им, поскольку священная столица является центром человеческого царства. И кража того, что объединяет этот город, повредит всем их средствам к существованию. Однако это жертва, которую она готова принести, и она даст убежище в демоническом мире всем тем, кто поможет в ее деле. Однако не заботится о том, что происходит с людьми, которые идут вразрез с ее новой волей. И он напоминает ей о том, что он сам запрещает убивать без необходимости в войнах, в которых они участвуют. Она отвечает, что из-за такого поведения они находятся в той точке, где они так безнадежно проиграли. Однако вовсе не хочет становиться злодеем, поскольку люди могут быть ее врагами, но у них также есть дома, которые они хотят защищать. И учитывая это, просто это то, чего он не может сделать. В заключение скажу откровенно, что у него нет злой воли к герою, поскольку он существует для защиты человечества. И я не должен винить его за то, что он делает именно это, сражаясь с захватчиком, который нападает на человечество. Эти слова заставляют Проту понять, что она добрая королева и что она заботится о своем народе. Однако она стала злой завоевательницей, чтобы защитить своих любимых подданных. И она думает обо всех тревогах и беспокойствах, которые у нее могли возникнуть за это время, понимая, что это не так. Он сам вызвал у девушки этот дискомфорт. После того, как она стала откровенной со своей стороны, она спрашивает его, почему он решил присоединиться к демонической армии. Подумав о том, что она была с ним полностью откровенна, решает, что было бы несправедливо лгать ему, вспоминая все разговоры за ужином. И как раз в тот момент, когда она решает раскрыть ему свою истинную личность, их прерывают Шутина и Лили, которые приносят очень важное уведомление, в котором вы сообщаете, кто вы есть на самом деле. Он оставил письмо, в котором говорилось, что они отправляются в путешествие, и просил, пожалуйста, не приезжать за ним, и еще одно письмо от Эдварда, в котором, поскольку он не тренировал свои хоботы должным образом, он исправит свою ошибку, покончив с собой, что очень удивляет их обоих. В тот же вечер Прота отправляется на поиски Эрнеса, чтобы спросить его, в чем была причина его ухода, на что убийца отвечает, что это из-за его возраста, заставляя Прота вспомнить, что Шутина упоминала, что у нее день рождения не так давно, поэтому герой спрашивает его, почему он ушел. Он говорит, что это действительно впечатляет, что кто-то в возрасте от 16 до 17 лет служит в армии и предлагает устроить ему вечеринку. На что Мел говорит ему перестать обращаться с ним так, как будто он старше его, поскольку они примерно одного возраста. Двое. И это единственные слова со стороны мальчика, которые немного раздражают Прота, который вспоминает момент, когда они получили письмо о предстоящей поездке убийцы и что Эдвард пытается выжить. Они решают пойти каждый за своим, но они не знают местонахождения Мериса, поэтому вам придется отложить раскрытие его личности на потом. Следуя по его магическому следу, отправляется на поиски, пока не найдет его и не устроит небольшую дуэль. Убийца не знал, что это был Прота, который прятался под доспехами, но как только он снимает их, бой заканчивается. Позже, говоря о причине, по которой мальчик хотел путешествовать, Прота говорит ему, что великие полководцы не могут просто встать и исчезнуть, так как если бы они были в доспехах, то скорее всего погибли бы. Потеряв одного из вас, теперь вам придется восстанавливать армию с нуля. Поэтому, чтобы помешать ему сбежать, она с помощью небольшого заклинания связывает его ногу цепью так, чтобы Мерн этого не заметил, а после этого пытается убедить его, что если у нее будет веская причина уйти, он явно бросит ее, но вы должны убедиться, что она не пожалеет об этом. После небольшого разговора, наконец, убийца раскрывает ему причины своего ухода, а именно то, что ему была назначена роль интервьюера для новых армейских войск. Все это он должен сделать сам, однако ему нужно быть энергичным и внушительным, чтобы говорить. Однако он довольно тихий, несмотря на то, что раньше он был мастером гильдии, он позволял другим брать на себя ответственность за разговор. Точно так же, как он в настоящее время делает с армией демонов,
поэтому он подумал, что мог бы чему-нибудь научиться, если бы отправился в путешествие и посетил много деревень. Но теперь, когда там есть Эль-Прата, в этом больше не было бы необходимости, и он просит его научить его вести новые беседы. Но Прата, поскольку он не совсем уверен, как научить его этому, спрашивает его, обращался ли он за помощью к кому-нибудь еще. Кто-то еще занимается этим, но он отвечает отказом, так как я не хотел его беспокоить, потому что все заняты своей работой. Выслушав его доводы, Прата спрашивает его, действительно ли это было причиной, по которой он оставил такое письмо. И после этого, думая, что все это бесполезно, Мернес пытается сбежать, однако не может, так как он привязан за ногу. И после этой неудачной попытки герой соглашается научить его разговаривать в течение 3 дней. Уже вернувшись в замок, и королева, и Шутина, и Лили благодарят его за помощь, и Экинна немного рассказывает о том, что генералы тоже для нее своего рода советники. Поэтому она и решает, стоит ли продолжать. Что они должны услышать его мысли и мысли убийцы о людях, которые часто сталкивались с их собственными. Вот тогда Прата вспоминает Мериса. В своем первом бою после поражения он попросил его убить его, так как в противном случае однажды он принесет человечеству разрушение, что он видел довольно часто, прежде чем попал в армию демонов. И после этого он спрашивает о генерале Эдварде, так что королева отвечает ему, что они пошли в тренировочный лагерь и увидели, что он действительно пытался покончить с собой. Однако его чешуя была настолько твердой, что разбила бы любое оружие, которым он попытался, и хотя его причина заключалась в том, что он не обучал войска должным образом, он еще не знает всей истории. Так что пока его дочь Джульетта будет присматривать за ним, поскольку она единственная слабость генерала. На следующий день в столовой замка мы увидим, что все довольно оживленно. В то время как повара-мыши готовят несколько хороших блюд, хозяйка кухни подает их на стол солдатам, и там мы видим, как и Прата, и Мерис работают официантами. Но последний работает официантом. Он одет в женскую одежду, потому что из-за его нежного лица и этой одежды они могли бы показаться кем-то другим, кроме одного из генералов, поскольку войска нервничали бы, если бы они были их собственным начальником. Кому подают еду? Через некоторое время убийца, который не очень доволен методами, которые они используют, поскольку он не видит никакой связи между подачей еды и тем, чтобы стать мастером общения. Но Прата отвечает ему, что на дежурствах учат всем основам общения, поскольку общение с клиентами и сочувствие к ним, в том числе предоставление рекомендаций по блюдам, побуждает к лучшему общению. Опять же, с шеф-поваром она говорит ему, что он должен улыбаться, может быть, чуть больше в течение дня, так как это не пугает клиентов. Но когда он пытается, это еще страшнее, так как у него не очень привлекательная улыбка. Эль-Прата пытается посочувствовать ему, говоря, что ему не нужны никакие таланты, чтобы быть хорошим коммуникатором, ему просто нужно попрактиковаться, так как в прошлом он сам был очень плох в общении, и что он понятия не имеет, со сколькими людьми он разговаривал или сколько раз он терпел неудачу, и даже дает ему немного практики. Стыдно говорить об этом, и он советует ей не использовать слишком короткие или повторяющиеся фразы, напоминая ей, что разговоры — это групповые усилия, так как некоторые бросают несколько слов, а вы бросаете их обратно, и таким образом создается довольно приятный разговор, поскольку они хотят знать, что они слушают. И после этого он подает ей пример, прося ее представить, что он ест с друзьями и разговаривает за супом. Есть много вариантов, как завязать разговор, либо соглашаясь с тем, что он богат, либо, возможно, против, говоря, что это не в его стиле. Возможно, даже рекомендуя сказать, что он богат. О том, что ты больше любишь другую конкретную еду. Так что ты должен чутко относиться к вкусам остальных. Однако Мел отвечает ему, что сочувствие — это первое, от чего ему нужно избавиться, когда они вступают в гильдию убийц, поэтому немного приспосабливаясь к стилю убийцы. Имея очень мало сочувствия, он думает, что лучший трюк, который он может сделать, это просто заткнуться и слушать, но услышав это и не поняв. Он думает, что подшучивает над ним, поэтому дает ему пинка, говоря, что это будет за разговор, если он не будет говорить, но Прата объясняет ему, что хороший коммуникатор также является хорошим слушателем, и Мел упрекает его в том, что он всегда молчит, на что герой отвечает, что это потому, что он всегда хочет, чтобы разговор закончился, и объясняет ему, что внимательно слушать то, что говорит другой человек, это способ вести действительно хороший разговор, и что именно так он это сделал. Это первый раз, когда он начинает говорить, и что он всегда хочет, чтобы разговор закончился. Раз, когда он пытался с кем-то поговорить. И пусть как только люди узнают, что ты хороший слушатель, они даже сами придут к тебе за советом или мнением. Так что после этих слов убийца пытается проверить тебя. Как раз в этот момент ему звонят с одного из столиков, чтобы заказать.
так что он подходит, и за столом находится группа оборотней, которые говорят ему, что он слишком долго ждал, и угрожают ему, говоря, что они настоящие оборотни. Опасная группа, и я бы не хотел оказаться в их черном списке. После этого лидер говорит ему, что она великолепна, и убийца спрашивает его, что они хотят есть. На что лидер этих наемников говорит, что они хотят пива и мяса. Поэтому Бёрнелл отвечает, что ему нужна дополнительная информация, так как у него есть большой ассортимент пива и мяса. После этого лидер насмехается, повторяя то, что он сказал, и все смеются. Так что после этого мальчик предлагает красный перец, полный мяса, так как он очень хорошо сочетается с напитком, но взмахом руки забирает у него письмо. Говоря, что он жаждет красивой женщины, вы намекаете ему, но он отвечает, что это не услуга. Убирайся из этой столовой. Видя эту ситуацию, шеф-повар ругает Прота за то, что тот не пришел ему на помощь, будучи явно мужчиной. Однако он успокаивает ее, говоря, что он справится сам. И через несколько секунд убийца прижимает лидера к земле, довольно сильно ударяя его гаечным ключом, собираясь сломать ему руку. И когда остальная часть группы пытается напасть на него, он легко нокаутирует их всех, и все в комнате остаются очень удивленными. Поэтому Прота думает, что ему нужно будет научить его лучше одеваться. Так как смена окончена, на обратном пути в свои комнаты герой просит его переодеться. Он говорит о том, что его первый день прошел неплохо, и что вести себя таким образом – лучший способ иметь дело с такими глупыми парнями. И напоминает ему о том, что он дал ему совет о том, чего просить, так что он даже справился лучше, чем я ожидал. Так что в конце дня она просит тебя переодеться и пойти в свою комнату. Ближе к вечеру он просит его сесть, так как они вместе собираются провести практическое собеседование, на котором Мел возьмет у него интервью, чтобы проверить навыки, которым он научился, так что вы можете спросить его о чем угодно, и убийца пользуется случаем и спрашивает его о его настоящей причине. Присоединиться к его армии, рассказывая ему о том, что он знает, что то, что он сказал, о том, что он хотел принести человечеству гибель, ложь. И это очень удивляет Прота, что он это обнаружил. После этого Прота начинает рассказывать ему о своем прошлом и о том, как он впервые пережил демоническое вторжение. И они продолжают говорить о причине, по которой он солгал, чтобы присоединиться к демонической армии, поскольку с его нынешней властью он бы не понадобился ему для этого. Быть в состоянии вергнуть мир в хаос. Это удивляет Эль Прота, так как он видит большие улучшения в разговорной речи, которые были у Марей. Он пытается отвлечь разговор, ища роль, чтобы дать ему понять, что теперь он настоящий мастер. Однако убийца просит его не уклоняться от вопроса и спрашивает его, не расстроен ли он тем, что отдал все, чтобы защитить их, и что они отказались от него, сказав ему, что очень странно, что он не смог защитить их. Он не хочет, чтобы они умерли так же, как и он. Так что я спрашиваю его, было проведено расследование его прошлого, на что Прота показывает, что Мна наполовину человек, наполовину демон. Поэтому, когда он был маленьким, люди боялись его, и его родители продали его в рабство, как и любой фанат Тимэч. Со временем он оказался в гильдии убийц, из которой он смог выжить, обладая достаточными способностями. И именно поэтому он присоединился к армии королевы демонов, чтобы покончить с человечеством раз и навсегда. Итак, в день вторжения именно он открыл городские ворота для входа армии, однако ради идеалов Кидны она не убила бы их, как этого хотел убийца. И несмотря на его сомнения, он наконец вступил в армию, и все же он все еще не понимал, почему он ладит с этими людьми. Поэтому Шутина объясняет ему, что ненужные бои просто приводят к истощению войск, поэтому, чтобы поднять настроение, у них должны быть такие перерывы. И тут появляется Эдвард, который говорит ему, что он собирался отказаться от службы в армии, так как думал, что это будет жестокая и кровопролитная война. И очевидно, это заставляет Эдварда смеяться. Однако он передумал, увидев, как Кинна проявляет сострадание и доброту, поэтому, поговорив еще немного, волшебница спрашивает его, какова была причина, по которой Мерис присоединился к войскам, на что он не мог им сказать, что он присоединился к ожиданию уничтожения от человечества, ответив, что у него нет для этого никаких оснований. Итак, королева демонов признается ему, в чем причина ее желания получить философский камень, как если бы это был сам Гарри Поттер. Но ладно, оставим шутки. Услышав это, встает и решает лечь спать, думая, что если возникнет необходимость, он сам уничтожит королеву и освободит демоническую армию, чтобы уничтожить человечество. После чего превратится в одного из 4 генералов, помогая вести армию к победе. Что появился Прота, таким образом вспомнив совет, который он дал ему после победы над ним, который заключался в том, чтобы посвятить себя исследованию мира немного больше. Но Мнет ответил ему, что он уже достаточно его видел и что ничего интересного в нем нет. На что герой говорит ему,
ему, что это потому, что он видел его с глазами, в которых он был. Глазами убийцы, и преподает ему жизненный урок о том, что мир выглядит по-другому, когда вы смотрите на него на своих условиях, а не только из-за работы. Чтобы наконец дать ему совет искать то, чего в мире еще не видели. И если после этого он все еще хочет умереть, он убьет его сам, или если он сделает что-то плохое, он тоже покончит с собой, чтобы наконец попрощаться и уйти из жизни. Снова в настоящем убийца спрашивает его, почему он, похоже, не испытывает ненависти к человечеству так же, как раньше. Мне жаль его, потому что, если бы он у меня действительно был, я бы не советовал ему так в прошлом. И увидев его в самый ответственный момент, она понимает, как много он узнает о 4 генералах и решает быть с ним откровенной. Когда Мерис обещает ему, что выслушает его, Прата говорит ему, что он почувствовал себя очень плохо, когда ему сказали, что он им больше не нужен, и что, когда Мерис говорит, что он больше не нужен, Прата говорит ему, что он был очень расстроен, даже то, что они просили убить его, тем более, что он долгое время защищал человечество. И именно тогда он начинает рассказывать ей свою настоящую историю. Он родился давным-давно в местечке под названием Токио, где сейчас, очевидно, находится столица королевства. И рассказав ему обо всех преимуществах и артефактах, которые были в то время, он рассказывает ему, что в его мире жили только люди, пока однажды внезапно в нем не открылась дыра посреди Токио, из которого начали появляться эти странные существа, но тогда их называли только демонами, и так же, как королеву Ехидну, им надоела тьма демонического мира. Поэтому они решили вторгнуться на землю. Многие пытались мирно существовать вместе с человечеством, однако другие предпочли насилие. Поэтому человечество решило сражаться, и постепенно эти явления появлялись по всему миру, пока наконец не разразилась мировая война против этих существ. Но люди были такими же или даже слабее, что теперь нам понадобится даже дюжина солдат, чтобы победить одного демона. Итак, мировые лидеры объединились, чтобы создать способное оружие, чтобы они могли остановить вторжение, используя демонов для создания своих собственных существ, с которыми они могли бы справиться. Сериал Манхарда, в котором он явно был одним из самых слабых, но единственный, кто выжил по сей день. Эта история очень удивляет Мериса, но герой продолжает рассказывать ему, что с тех пор, как он родился, он не знал другого пути, кроме как жить, защищая людей, так как те, кто был его отцом, не знали другого пути, кроме как защищать людей. Ордена были созданы с самого начала, и все же, несмотря на то, что другие были очень-очень сильны, они постепенно пали в битве один за другим, пока не остался только он. Таким образом, упустив свой шанс умереть, поскольку даже после того, как в индустриальном мире магия пала и заменила ее, он все еще оставался в живых. К машинам он явно продолжал жить. Это произошло так давно, что ты уже едва можешь это вспомнить. Однако всякий раз, когда начиналась война, он был рядом, чтобы сражаться, до такой степени, что стал слишком сильным, чтобы умереть в бою. Это вызывало сомнения у Праты, поскольку он не знал, правильно ли это, поскольку он заставлял человечество всякий раз, когда оно умирало, умирать. Если бы у него были какие-то проблемы, это зависело бы от него, и он просто никогда не мог отказаться от своего долга. Почти что в прошлый раз, когда его оставили в стороне, он чувствовал себя немного не в своей тарелке, но я не был расстроен, а был счастлив. Эти слова все еще удивляют Мериса, который недоверчиво смотрел на Прата, и герой продолжает рассказывать, что именно эти слова дали ему возможность уйти, если он станет героем. Потому что в следующий раз, когда человечеству понадобится помощь, он сможет быть таким же и делать все, что действительно захочет. Так что теперь он проводит свою вторую жизнь, занимаясь тем, чего он всегда хотел, присоединением к демонам. Однако, несмотря на всю полученную информацию, убийца ничего не понимает и в конечном итоге бьет кулаком по столу, чтобы заставить замолчать Прата, который удивлен, что рассказал ему всю свою историю, сам того не осознавая, думая, что на самом деле убийца стал очень хорошим слушателем. После этого Мерит говорит, что это бессмысленно, поскольку, согласно легенде, король демонов Секрей совершил вторжение сотни лет назад. В этот момент Прата следует истории, которую рассказывал убийца, говоря, что таинственный мудрец спас мир, задав мальчику вопрос о возрасте от героя. После этого я действительно спрашиваю его, что это такое, на что Прата отвечает, что это всего лишь экстерн, который они построили, чтобы быть немного сильнее остальных. А что касается его возраста, он не знает наверняка, так как перестал считать его по прошествии 1000 лет. И он добавляет, что за это долгое время ты знаешь много хороших людей, а также много плохих людей, и он может быть уверен, что они из хороших. Потому что, несмотря на то, что он старше тебя на 1000 лет, он все еще любит тебя. Что они немного глупые, они хорошие люди. Ты, наконец, успокаиваешь его, говоря, что позаботишься о том, чтобы все были счастливы, и он сам достанет для них философский камень.
Ничего не понимая из того, что я ему рассказывал, мальчик опускается в своего рода кресло и рассказывает ему, почему он решил рассказать ему все это, на что он отвечает: «Я не знаю, что я думаю». Пусть он ответит ему, что это было потому, что он выглядел очень серьезным и у него была сильная мотивация, потому что он действительно хотел это услышать. После этого он поздравляет его, говоря, что он отлично справится со своими интервью и что он сможет заставить всех собеседников быть откровенными с ним. И услышав эти ободрения, убийца засыпает из-за усталости за этот изнурительный день. В другой комнате ехидно просматривает книгу детских рассказов, думая при этом, что человек на ее страницах может быть посредником между демонами и людьми. На следующий день в шахте мы видим армейских рабочих, которые обнаруживают несколько гигантских роботов, спрятанных среди скал, что вызывает удивление, поскольку он никогда не видел ничего подобного. Тем временем в замке Джульетта разговаривает с Эль Протой о своем отце, говоря, что он всегда предполагает, что все находятся на его уровне. Мы понимаем, что подготовка, которой он подвергал свои войска, была намного выше того, что они явно могли предложить, так как они потерпели поражение от одной из сторон. Это химера, возлагающая на него ответственность за неудачу, поскольку он человек, который их тренирует и думает, что единственный способ искупить – это покончить с собой. Прата думает, что это глупо, потому что даже если бы он умер, это не сделало бы его войска сильнее, а также не решило бы проблему. Джульетта сообщает ему, что по крайней мере с ее отцом, который отказался от идеи выжить. Однако тренировки были невозможны для новобранцев из-за того, что они не были приняты на службу. Им не хватало опыта и подготовки. Герой спрашивает ее, почему она тренирует новичков на таком высоком уровне, на что девушка отвечает, что ее отец надеется, что все будут такими же сильными, как и он. Поэтому, когда он увидел, что его солдаты не способны победить химеру, он просто подумал, что его солдаты недостаточно стараются. Между тем, Прата считает, что это отвратительная фраза, поскольку чаще всего ее произносят опытные или могущественные, приписывая свое положение добродетели его собственных усилий. Но это почти никогда не бывает так, поскольку сильный боец мог бы родиться более мускулистым. Или умный планировщик мог бы пройти хорошую школу с раннего возраста, отключив, конечно, все внешние факторы, которые сыграли роль в успехе. Так что объясни молодой женщине, что, к сожалению, людям трудно осознать, насколько они уникальны и талантливы, поскольку для них это было естественно. Они ожидают, что это будет естественно и для всех остальных. Тем самым демонстрируя, что проблема в том, что хорошие воины не всегда являются хорошими учителями, потому что, когда люди хотят обучать других быть такими же сильными, как они задаются вопросом, что они сделали, чтобы достичь того, чего достигли, а затем заставляют своих учеников делать именно это. И если для них это слишком сложно, хорошему тренеру будет легче все изменить. Однако кто-то умелый и могущественный этого не делает, и он думает, что причина неудач его учеников в том, что они недостаточно стараются. Если добавить к этому тот факт, что Эдвард очень старается, это может быть частью того, что он предполагает, что то, что он получил, было сделано просто так усилие. Поэтому Джульетта рассказывает ему, что после борьбы со злом он заявил о своей неспособности тренироваться, удвоив свои ежедневные усилия. Однако из-за своей природы и образа жизни он заставляет свои войска падать в обморок от истощения. И хотя солдаты относятся к тренировкам так серьезно, как может быть Элли, они стараются изо всех сил, они не в состоянии идти в ногу со временем. Так что, несмотря на то, что солдаты очень серьезно относятся к тренировкам, как возможно и Элли, они не могут идти в ногу со временем. Джульетта спрашивает про то, что им следует делать сейчас. Тем временем в другой комнате Мел рассказывает Лили и Шутине историю про то и начинает думать между ними, что могло быть причиной того, что он солгал ей и пошел в армию. Но малышка из-за своей невиновности просто говорит ему, что видела, что у них проблемы, и он хотел им помочь, потому что он хороший человек. И хотя они дают ему повод усомниться в том, что это действительно настоящее намерение, они договорились, что если в какой-то момент он сделает что-то странное, они немедленно сообщат об этом королеве. Однако до тех пор, пока не наступит этот момент, они не доверяли ему. Некоторое время спустя в своей комнате Прата думает о том, как бы образумить Эдварда, обратив внимание на сообщение Лилиан, в котором объяснялось, что они обнаружили что-то очень большое, металлическое и очень прочное. В этот момент в дверь стучат и сообщают, что королева ехидно разыскала их. И однажды уже с ней он сообщает ей, что генерал Эдвард покинул свой пост, заявив, что он больше не в состоянии руководить войсками в качестве генерала. Так что он снова стал обычным пехотинцем тренироваться со своими подчиненными, таким образом является серьезной ошибкой, которая только ухудшает ситуацию, в которой они находятся. Так что Прата решает сделать предложение, справившись сам с ситуацией генерала.
Поэтому немного неохотно королева Кидна в конечном итоге соглашается. И после этого Прата решает уйти, чтобы подготовиться. И как раз перед уходом королева говорит ему, что как только она покончит с этой проблемой, есть дело, которым она хочет заняться и с ним. Так что он просто кивает и в этот момент уходит. Некоторое время спустя, уже в шахте, Лили показывает ему огромного робота, которого они откопали, и этот дает им информацию о том, что это артефакт эпохи машин. Гораздо более мощный, чем Химера С-ранга, цель в механике, которые были созданы специально для борьбы с демонами тьмы. Высокий ранг, поэтому они будут использовать его, чтобы преподать Эдварду урок. В этот день генерал Драгун собирает группу солдат не для того, чтобы проводить какие-либо армейские учения или что-то в этом роде, а для того, чтобы дать им объявление, которое заключается в том, что с этого дня он оставляет свою должность генерала и будет обычным солдатом, взяв на себя его дочь роль генерала. За всем этим наблюдает Прата с воздуха, у которого есть своего рода заклинание невидимости, чтобы его не засекли, говоря про себя, что этот суровый мир, в котором они живут, не позволил бы ему так легко сдаться, запустив огромного робота. Увидев огромного механического зверя, организует свои войска для нападения на робота под предлогом того, что он все еще генерал на сегодняшний день. Однако, сколько бы на него ни нападали, они не оставляют на нем ни единой царапины, и в конце концов робот останавливается, чтобы начать заряжаться мощный лазерный луч, который тот же Прата должен отклонить из-за того, что он не знал огневой мощи машины, поскольку ограничения безопасности вышли из-под контроля. И после начала второй атаки войска убегают, опасаясь быть уничтоженными, поскольку машина была слишком мощной, могущественной. Увидев эту ситуацию, Эдвард без колебаний решает атаковать его в лоб, но Прата советует ему зацепиться, и после этого робот создает огромный лазерный клинок в одной из своих рук, от которого человек-дракон может чудом увернуться. Герой сообщает ему, что это оружие может легко пробить его драконью чешую, и после этого говорит ему следовать его приказам, так как оно будет направлять его, чтобы он мог победить его, сообщая ему, что когда его глаз засияет 3 секунды спустя, он выстрелит лазерным лучом. Так что тебе нужно будет наложить защитное заклинание на его чешую, чтобы я мог отвлечь его. Однако этот отвлекается и срезает один из шипов с его плеча. Затем робот разворачивает вибрирующее стальное лезвие, и Прата рекомендует ему, чтобы он не делал, не получайте прямого удара от него. Эта штука и что лезвие самого робота слабое, поэтому если он ударит по нему сбоку, он может его уничтожить. Так что после того, как Эдвард также уклонился от этой атаки, Эдвард говорит, что он ничего не понимает, и Прата упрекает его, говоря, что это самое основное в механическом голе. На что мужчина отвечает ему, что он никогда не сталкивался с таким противником и напоминает ему о том, что это может быть общеизвестно для Прата, но не для него самого. И подчиняясь приказу, данному ему героем, он набрасывается на робота, ломая одно из его лезвий. Пока Прата понимает, что его уроки начинают оказывать влияние на генерала. В этот момент мальчик приказывает Джульетте вступить в бой, однако его отец говорит ему не вмешиваться, так как он не хочет, чтобы она пострадала. Но она отвечает ему, он рассказал ей об одной из истинных способностей робота, и это удивило мужчину, поскольку он не ожидал, что его дочь узнает об этой машине. Так что этот немного сомневается, однако Прата говорит ему, что его дочь права, поэтому он должен атаковать с правой стороны, так как ее слабое место, и после глубокого пореза в конечном итоге побеждает голема. После этого воин-дракон благодарит их, и сразу после этого внутри робота начинает звучать сигнал тревоги, заставляя остальные машины пробудиться ото сна. И все сразу начинают разрушать шахту, в которой они были похоронены. Так что обеспокоенный Прата думает, что ему придется сражаться с этими роботами, если они не смогут создать огромную проблему, но его быстро предупреждает королева Кидна, которая говорит ему, что в этом нет необходимости, поскольку она и остальные генералы находятся в шахте, чтобы защитить ее. И после того, как она и остальные генералы отправятся в шахту, чтобы спасти ее, составление плана, чтобы все прошло гладко, мы видим небольшое воспоминание, в котором та же Ехидна вместе со своими подчиненными направляются, чтобы предотвратить возможное неожиданное эхо, подобное тому, которое только что произошло, обратно в настоящее с мощной огневой атакой, расплавляющей все машины. Уже днем Прата преподает урок Эдварду, делая вид, что делает ему выговор, говоря ему, что генерал Драконов был ужасен в бою, говоря ему, что все знают о механических големах, и это очень удивляет генерала, поскольку он не может поверить, что буквально все знают о механических големах. Кое-что из этого, но Прата продолжает критиковать его, говоря ему, что это самое основное из всего, и в заключение говорит ему, что он недостаточно старался. Напоминая ему об этих словах,
поскольку они были такими же, которые его войска сказали ему, когда они проиграли Химере, и замечая, что один из его солдат потерял Химеру. Солдаты сказали ему, что он никогда раньше не сражался с существом, если попав в Келси, он знал, как победить их, потому что он был обучен таким образом. И все же он не мог ожидать, что кто-то, кто никогда не сражался с чем-либо, знал о слабых сторонах такого существа. В этот момент Джульетта, следуя плану Эль-Прата, стоит перед ним и говорит ему, что она не должна оскорблять своего отца, поскольку она не должна предполагать, что их знания являются общими для всех, поскольку многолетний опыт и знакомство с этими существами были у него. Однако они никогда не боролись с чем-то подобным. И, продолжая еще немного притворяться в споре с Эдвардом, он заканчивает его тем, что приходит к выводу, что он не должен предполагать, что другие могут делать то же самое, что и он должен обучать кого-то, начиная с основ, а затем постепенно продвигаясь вперед. Итак, после этих слов генерал оборачивается, чтобы посмотреть на свою армию, и от всего сердца извиняется перед всеми. Поэтому каждый из солдат делает шаг вперед, прося его, пожалуйста, оставаться на своем посту, поскольку все присоединились, вдохновленные войной. Сила человека. Вместо этого они будут стараться изо всех сил, поэтому, пожалуйста, попросите его продолжить их обучение, и Прата рад, что сообщение дошло до воина-дракона. Тем временем в шахте королева демонов продолжала атаковать одну механическую цель за другой, автоматически получая массу удовольствия от этих механических целей. Они были очень стойкими. На следующий день Шутина входит в комнату Праты, чтобы сообщить ему, что все прошло по плану. И королева, как ожидается, повысит его в должности, играя руководящую роль вместе с остальными генералами. Он, однако, сообщает ему, что у него есть к нему дело, поскольку Мнет рассказал ему свою историю и спрашивает, действительно ли он солгал им о причинах своего вступления в армию, на что тот отвечает ему, что он сообщит об этом остальным, когда они будут готовы. Позже все соберутся вместе и попросят его поверить, что он не предаст их, сжимая книгу в руках. После этого волшебница велит ему не раскрывать свою личность, пока она не даст ему разрешения, потому что иначе у них могут возникнуть проблемы. Затем она спрашивает о книге, которую он держит в руках, под названием «Эйбар. Связующие руки». Он понимает, что это та самая книга, которую обычно всегда читает королева Акина, и, наконец, спрашивает, действительно ли он сможет получить философский камень. На что Прата отвечает ему, что это та самая книга, которую обычно читает королева Акина. И, наконец, спрашивает, действительно ли он сможет получить философский камень, на что Прата отвечает, что с вашей помощью они получат ее как можно скорее. После этого волшебница говорит, что пришлет к вам гонца, когда приготовления будут полностью завершены. Как только она выйдет из комнаты, Прата заглянет в книгу и скажет ей, что изображение эльфа на обложке совсем не похоже на оригинал. После этого мы видим воспоминания из прошлого, где настоящий Бран был маленьким демоном красного цвета с крыльями, который явно разговаривает с Протой, говоря ему, что он не может говорить за других. Но люди, называющие свою расу, хотят быть профессионалами в этом вопросе, поскольку они находятся на грани, сыты по горло конфликтами и войнами, происходящими в демоническом мире, чтобы затем рассказать об экспериментах короля демонов и случайно открыть великий духовный портал, в котором находится дыра, соединяющая их мир с вашим. Так что в этот момент они решили пойти посмотреть, так как услышали, что это лучше, чем мир демонов. После этого он говорит ему, что путешествовать между обоими мирами очень сложно, потому что для поддержания открытого портала требуется много кристаллов маны и очень мало кристаллов из других миров. Ваша раса уже видела человеческий мир до этого. Маленький демон довольно напуган, потому что он знает, какая опасность его подстерегает, однако он знает, что я не буду пытаться убить его, пока вы слышите, как он говорит. Поэтому, продолжая разговор, он благодарит его за то, что в этом мире есть мир, но Прата отвечает ему, говоря, что мир кончается, когда вы слышите, как он говорит. Поэтому, продолжая разговор, он благодарит его за то, что в этом мире есть мир, но Прата отвечает ему, говоря, что мир заканчивается, когда они приехали. А брат нервничает и снова говорит ему, что хочет поладить с ними, так как ему надоело, что в его мире все проблемы решаются насилием, и даже короли демонов, такие как Белиал, не препятствуют этому. Слушая этого человека, Прата понимает, что у них общие имена с существами из человеческой мифологии, на что маленький гоблин отвечает, что, возможно, некоторые из его королевских особ или дворян, вероятно, появлялись в его мир в прошлом. Или, возможно, это причина, по которой эльф, имя Белиала, есть в его книгах, и дьявол. Они все больше и больше нервничают, так как из глаз Праты исходит безжалостный взгляд, и он беспокоится, что он их убьет. Однако внезапно он опускает свой меч и просит вас следовать за ним. Через некоторое время после прогулки герой спрашивает его, почему его король открыл великий портал, на что тот отвечает, что сначала он даже не думал о вторжении. Однако ему нужно было выйти в мир демонов, поскольку войны велись за скудные ресурсы, которые он предлагал,
поэтому они решили открыть портал на маленьком необитаемом острове. Однако по ошибке в итоге открыли половину Токио, Япония, и из-за более инстинктивных существ, таких как огры и упыри, они напали на людей, очень быстро развязав войну. Однако, несмотря на то, что он попытался вернуться из-за страха перед тем, что вызывает это, портал закрылся, оставив всех, кто перешел на другую сторону, в ловушке. Поскольку единственные, кто способен закрыть великий духовный портал, это высокопоставленные демоны, такие как король, так что их выбор пал. План с самого начала состоял в том, чтобы позволить им умереть в человеческом мире, на что Прата спрашивает: есть ли шансы, что король Белиал вместе с высокопоставленными демонами попытается колонизировать его мир, на что Абрат отвечает ему, что это наиболее вероятно, поскольку люди намного слабее и, возможно, более могущественны. Возможно, были какие-то шпионы, которые вернулись, чтобы сообщить о силе людей и узнать, какую власть они имеют над ними. После этого он объясняет, что не все они демоны, их так называют только самые высокопоставленные существа в демоническом мире, и они намного могущественнее его. Поэтому они используют это в своих интересах, так как то, что наверху. Они смотрят на тех, кто внизу, как на резину, и спрашивают, понимает ли он после этого, почему они хотели сбежать оттуда. После небольшого разговора я заканчиваю тем, что объясняю ему, что он не мужчина и не женщина, они просто создали его с мужскими чертами. И эти слова шокируют маленького демона, поскольку он и представить себе не мог, что он искусственное создание. После этого Айдраб понимает, что пройдет совсем немного времени, прежде чем кто-то его убьет, поэтому он прямо просит его покончить со своими страданиями одним махом. Но напротив, Прата: вложи свой меч в ножны и поблагодари его за информацию. Это оставляет маленького парня в некотором недоумении, так как он не понимает, почему он не убивает его, и тот отвечает ему, что он предоставляет ему очень ценную информацию. Поэтому он сопроводит его к месту встречи, где они будут держать его в безопасности. В этот момент Абрат понимает, что он отличается от остальных людей, которых он когда-либо видел, независимо от того, что он смог увидеть свою огромную силу, что сделало его монстром, который не является ни человеком, ни демоном. После этого они начинают двигаться к точке защиты. Побыв некоторое время в полном молчании, малыш очень нервничает и решает прерваться, спросив его настоящее имя у Прата, который удивлен, поскольку ни один демон раньше не спрашивал его по имени. И маленький демон объясняет ему, что его отец сказал ему, что сказать кому-то свое имя значит оставить запись о том, что ты родился, потому что пока кто-то помнит твое имя, он никогда не будет по-настоящему мертв. И, наконец, он тот самый, кто представляется Абраду, гордому члену Симов Темной долины, и Прата отвечает ему, что его зовут Сердце Демона 5, или точно DH5. Для краткости Лео, увидев это, снова подводит итоги того, что произошло до сих пор с вторжения, объясняя нам, что 12 видов биологического оружия были созданы для победы над демонами, вторгшимися в Японию, и они были более неудержимыми, предназначенными для имитации и искоренения демонов, поскольку они обладают силой, превосходящей двух их захватчиков, и у них была непоколебимая преданность человечеству, говоря, что они последние, кто вторгся в Японию. Какая у нее защита? Это еще больше скучает по маленькому Иму и спрашивает его, не для чего ли они его создали, чтобы защитить человечество, утверждая, что это очень печально. Там нам объясняют, почему Прата находится в этом районе, так как они слышали, что маленький имп, который умел говорить на человеческом языке, явно находился в этом районе. Поэтому он сам отправился в этот район и взял его под стражу. Так что, как и предполагалось в отчетах, он был дружелюбным и получил от него много полезной информации. Однако и сделал несколько заявлений, которые были ему непонятны. Поэтому она спрашивает его, почему он думает, что это что-то очень грустное, и он отвечает ей, что как он себя чувствует, думая обо всех проблемах, с которыми ему придется столкнуться, поскольку, будучи человеком, который не знает, с чем ему придется столкнуться. Единственная причина для существования — защищать человечество. Она потеряет свою полезность, как только, очевидно, наступит мир и война закончится. Итак, Абрат предлагает ему сесть и поговорить. И, продолжая разговор, который у них был раньше, он спрашивает его, какой смысл рисковать своей жизнью, чтобы обрести мир во всем мире, а затем оказаться без работы или в другом месте. Принадлежать и напоминает ему, в чем причина его существования, поскольку он родился с определенной причиной, и как только все это закончится, эта причина будет отнята у него. И ему все равно придется продолжать жить,
что является довольно ужасной и жестокой вещью, объясняя ему, что когда мир будет спокоен, это будет что-то ужасное для него, поскольку он спросит себя, нужно ли это миру, и это сомнение медленно пробьет дыру в ее сердце. И поскольку он бессмертен, смерть была бы для него благословением, поскольку любой, у кого хорошая или плохая жизнь, в конце концов возвращается на землю. И все же у него нет этой привилегии. Прата отвечает ему, что даже после того, как он больше не будет служить защите человечества и потеряет свою цель, он все равно будет жить, будучи унесенным прочь из тех чудесных времен, когда он познал свою личность и будет вынужден вечно двигаться в замешательстве и бесцельности, задаваясь вопросом, восстановит ли он свою цель, когда разразится еще одна война, на что маленький гоблин говорит ему, что он будет жить вечно и в конечном итоге всегда будет спасать мир, снова и снова обретая и теряя свою цель, вплоть до близости, никогда не имея возможности покоиться с миром. И поэтому он сказал ему, что это очень грустно. После этого он начинает думать, что в мире для него нет места, хотя он был рожден, чтобы спасти его. Однако желает, чтобы случился еще один катаклизм, даже если однажды он подвергнет сомнению свой образ жизни. Все ясно, если он не погибнет на этой войне до всего этого. Однако после этого показывает Абраду, что война только усиливает его, и что, к сожалению, он является самым слабым из всех видов оружия серии DH. Поэтому его вероятность умереть очень высока. Это очень удивляет демона, поскольку он удивлен, что он самый слабый с такой силой, и Прата объясняет, что именно по этой причине он накапливал опыт сражений вдали от фронта. Эброн спрашивает его, спокоен ли он за будущее, потому что он собирается умереть. Поэтому он отвечает, что да, и что он не думает, что будет страдать из-за того, как вы его подставляете. Так что этот стоит перед ним и говорит ему, что он будет молиться, чтобы его убили, прежде чем он станет непобедимым, требуя от него, чтобы после того, как это явная ложь, он наконец добрался до станции, где его будут охранять. Гоблин, разгневанный тем, что он не может вернуться в свой мир, должен остаться жить до конца своей жизни в мире людей. И он говорит ему, что найдет способ, чтобы демоны и люди жили в гармонии, и он будет продолжать просить всех прекратить ссоры и вернуться в свой мир. Ладите. После этого она спрашивает его, помнит ли он его имя, говоря ему, что когда он преодолеет разрыв между их народами, им будет лучше поставить статую их двоих. Наконец, несколько солдат выходят из грузовика, чтобы забрать Абрада, и последний прощается с Протой последней фразой, спрашивая его, что если он доберется добежать оттуда очень больно, и если жизнь становится для него очень трудной, он должен просто делать то, что он хочет. Поскольку он ничего не знает о биологическом оружии, но он должен прожить свою жизнь так, как он действительно хочет. И это напоминает ему, что он не должен зацикливаться на этом приказе о рождении, чтобы защитить человечество. Когда его преследуют, с последними криками просит его, чтобы если человечество перестало нуждаться в нем. Это был его шанс найти что-то еще, ради чего можно жить и наслаждаться жизнью, говоря ему, что он запомнит его имя и будет умолять его не забывать его имя, чтобы его наконец посадили в грузовик и увезли, оставив эти слова запечатленными в памяти Проты, прислушиваясь к совету его маленького нового друга. Вернувшись в настоящее, Прота надевает доспехи и направляется на встречу с королевой демонов и 4 генералами для своего будущего восхождения, думая, что настал день, когда он раскроет свою истинную личность. В замке мы можем увидеть, как королева ехидно заканчивает указ о прекращении временного статуса Прота, тем самым сделав его 5-м членом великих полководцев с этого дня. Королева демонов рада, что может доверять ему, поэтому он собирает остальных высокопоставленных лиц, и они приступают к церемонии, которую прерывает один из посланников, который приносит ему плохие новости, говоря, что великий духовный портал закрывается. Это очень удивляет и королеву, и Шутину, поэтому они собираются проверить, с чем это связано. И это происходит из-за того, что начали заканчиваться редкие кристаллические катализаторы, которые держат их открытыми. Так что среди военнослужащих с наибольшими магическими способностями они стараются держать их открытыми. В то время как Кидна сетует на то, что это происходит именно в тот момент, когда их будущее казалось обеспеченным наконец-то. Благодаря магии, которой они управляют, портал остается стабильным, но это только вопрос времени, когда он снова начнет закрываться, поскольку в его нынешнем состоянии он будет открыт не более 7 дней. Лили спрашивает королеву, что произойдет, если духовный портал закроется, и она отвечает, что она не сможет вернуться в демонический мир, так как только он закроется. Она понятия не имеет, сколько времени пройдет, прежде чем откроется еще один портал для прохождения войск, поскольку они могут внезапно исчезнуть, быть сотням лет или даже тысячелетием. И в течение этого времени демонический мир будет продолжать страдать. Так что вы должны определиться с дальнейшими планами за эти 7 дней.
Чутина предлагает несколько вариантов. Первый — вернуться в мир демонов до закрытия портала, то есть отступить и разделиться. Потому что военнослужащие, которые являются людьми, не смогут жить в мире демонов. Лили говорит, что не хочет расставаться с ними после того, как они стали такими хорошими друзьями, поэтому Мерс спрашивает о втором варианте, который заключается в немедленной мобилизации своей армии и нападении на Рионель, чтобы он мог захватить философский камень. Но этот план не поддерживается общим голосованием, так как его силы не в состоянии защитить его. В настоящее время они намного слабее, чем были во время их последнего боя, поскольку вступление их в бой вызвало бы только безрассудное кровопролитие. Особенно зная, что у них все еще есть герой на их стороне. А после этого спроси у Прота, дрался ли он когда-нибудь с ним. Однако отвечает, что нет, но он слышал истории. Она сообщает ему, что да, однажды сражалась с ним, и что он смог контролировать ее силу, так как он даже смог победить ее. Поэтому, подумав, что нападение на столицу было очень опасно для остальных, она автоматически принимает решение отступить и объясняет, что и она, и Чутина вернутся в мир мертвых. Черт возьми, но возвращение без философского камня неизбежно привело бы к конфликту за трон. В этот момент все думают, что должны рассказать ему правду о герое, но Чутина пытается этого избежать. Однако королева просит его рассказать им, поскольку, несмотря на то, что она на 300 лет старше волшебницы, они давно знают друг друга, и она знает больше, чем никто из Веры, а также из надежды, которую вы вложили в поиски камня. В этот момент Прота напомнил ему, что когда они вместе выпили, она сказала ему, что хочет улучшить жизнь своего народа, и она говорит ему, что да, что она просто хотела, чтобы на плане демонов был воздух, чистая вода и обширная растительность, и что она училась и практиковала с тех пор, как они начали встречаться. Маленькое все, чтобы стать королевой демонов и отправиться в мир людей, чтобы получить философский камень и использовать его для достижения этой цели. Однако, несмотря на все его усилия, все закончилось поражением. В этот момент Прота снимает шлем и начинает объяснять, что камень — это не всемогущее устройство, исполняющее желания. Увидев все это, все удивляются, а он продолжает объяснять, что это усовершенствованный двигатель эпохи механики, который использует микрочерную дыру для производства энергии почти равной нулю. Ограниченный, и вы не уверены, что сможете выполнить его желание, хотя где-то в человеческом мире спрятано подробное руководство по его эксплуатации, и они тоже ищут его, но из-за его древности его довольно сложно найти. Тогда королева, которая еще не осознала, что лорд Оникс герой, говорит, что если бы они работали вместе с людьми, они могли бы найти это руководство, о котором они говорят. Однако, поскольку они этого не захотят, им придется украсть ее у тебя. Таким образом, их мир закончится войной. Но для них уже слишком поздно рассматривать этот путь. Он отвечает ей, что, насколько он знает, в человеческом мире есть два философских камня. Это удивляет Кинну, когда Прота говорит, что они могли бы оставить один для человеческого мира, а другой для мира демонов. И это было бы идеально для установления мира между двумя королевствами. После этого он просит ее смотреть на него, когда она это делает. Она видит героя в доспехах своего нового 5-го генерала и признается ему, что ситуация слишком серьезна, поэтому ей пришлось отказаться от своего костюма, полностью сняв доспехи на глазах у королевы демонов, чтобы затем извиниться перед ней за то, что ввел ее в заблуждение, объяснив, что это единственный способ помочь им. Поскольку я хотел проверить, действительно ли я достоин силы философского камня. Ведь если бы он только понял, что этого не было бы, если бы он ушел в тот самый момент. Однако после разговора, который у них был за ужином и за вином, он убедился, что она достойна. Сделай так, чтобы в их мире все прошло, и демоны перестали беспокоить человечество. Так что стоит отдать ему второй камень. Она осознает, что лорд Оникс был героем все это время. Она начинает смеяться, краснея от стыда, переходя в состояние ярости, неконтролируемой в течение нескольких секунд и наносящей ему мощный удар. Некоторое время спустя мы видим, как группа идет по заснеженным горам, а Лили умирает от холода. Ехидна все еще судит по ее взгляду, Прота спрашивает его, находится ли камень там, куда она его направляет, или ведет их к возможной ловушке. И он говорит ей, что да, что она им говорит. Он ведет вас в нужное место и напоминает вам о том, как много вы помогли своей армии. Так что какое-то время они продолжают спорить, и там мы видим небольшое воспоминание о перестрелке, которая происходит после того, как королева успокаивается, узнав личность героя. Здесь собрались генералы Прота и королева, объясняющие ему, почему он все это сделал, в то время как Кинна злится и одновременно стыдится за то, что не осознала всего этого, одновременно проклиная Прота тысячами разных способов.
После этого генералы встают на сторону героя, ясно показывая королеве, что он действительно очень им помог, и что тот, кто присоединяется к их армии, должен переосмыслить, так как все они многим ему обязаны, в то время как она чувствует себя беспомощной, пока, наконец, не уступит мольбам своих генералов о помощи. Затем спросите его о местонахождении другого философского камня. После этого Прота говорит ему, что они могут найти ее в горах по имени Сичат, и это его удивляет, потому что это очень близко к месту расположения замка. Однако Прота замечает, что она защищена довольно могущественным хранителем, но это ни для кого не должно быть проблемой. Это немного беспокоит Кинну, поскольку если сам герой описывает его как могущественного, насколько ужасным может быть этот парень. Так что королева наконец соглашается. Вернувшись в настоящее, Лили все еще страдает из-за того, что ей очень холодно, и в то время как остальные обсуждают местонахождение камень, который уже довольно близко. Волшебница создает заклинание, чтобы малышка перестала страдать от низких температур. Пока они продолжают двигаться к Кинди Энджраде, она спрашивает его, почему он тратит свое драгоценное время впустую, проводя его только на полпути, а не прямо к месту. На что Прота отвечает, что это потому, что он хотел время поговорить с ней, поскольку философский камень был отличным проектом, это было давно и очень скоро станет вашим. Поэтому я рекомендую вам больше узнать об этом от человека, которого вы заменяете. После этого он напоминает вам, что камень – это не волшебное приспособление, которое можно использовать для исполнения желаний, и что как только он получит камень, вам нужно будет помириться с человечеством и вместе искать цель руководства, потому что без него они не будут знать, как пользоваться камнем. И после небольшого разговора о том, что до недавнего времени они сомневались в том, что мир для человечества возможен, они рассказывают об истории человечества, которая произошла 3000 лет назад. И Прота подтверждает ему, что это история, которая действительно произошла, и он знает, что люди и демоны могут жить вместе. Гармонии. И продолжив разговор еще немного, они заканчивают тем, что, как обычно, спорят, бросая друг в друга снежки под веселыми взглядами генералов. Некоторое время спустя королева спрашивает его, почему он так много знает о механической цивилизации, так как это произошло примерно 3000 лет назад, и он отвечает: «Я не знаю. Я признаюсь ему, что он тогда родился». Это очень удивляет девушку, которая начинает думать, не использовал ли он какую-то форму магии, чтобы продлить свою жизнь или что-то в этом роде. Но после этого она начинает сомневаться, является ли он вообще человеком, и объясняет ему, что когда король демонов Белиал напал на человечество, было создано биологическое оружие, называемое серией Демонхард, и что он пятый в этой серии, поскольку в его дизайне они сделали упор на улучшение навыков. Имея в виду сверхреактивные способности, имея возможность копировать любые и все способности, которые бросают на него его противники, чтобы развивать свои способности до бесконечности. И теперь это результат 3000-летнего тяжелого опыта, объясняющего, что он не может умереть от старости, так что в его случае это означает конец становления сильнее. Она понимает, что это означает, что она обладает силой сотен тысяч солдат, и причина, по которой она не смогла победить его в их противостоянии. Но он рад, что кто-то вроде него присоединился к их рядам. Он продолжает объяснять, что из всех других видов оружия в его серии они погибли, так что он единственный, кто явно остался. И он объясняет ей, что с тех пор, как он родился, в его ядре был заложен критический приказ, который заключался в защите человечества. И с тех пор это была его единственная личность. Однако, когда наступает мир, он хочет войны, чтобы он снова мог быть полезным. И это немного скучает по Эйкине, поскольку он думает, что это бессмысленно и что он должен наслаждаться завоеванным миром. Однако его способность развивать навыки выводит приказы и чувства из-под контроля, и он признается ему, что иногда думает, что просто сдерживает себя человечество, поскольку оно может функционировать без героя, и задается вопросом, делает ли он это для себя, но она поправляет его, говоря, что без него человеческий мир был бы в их руках. На что Прота говорит ей, что на этот раз да, но возможно однажды человечество сможет победить королеве демонов самой по себе, и когда наступит этот день, у нее больше не будет места, где она могла бы принадлежать. И знание того, что когда это кажется, это сведет с ума и внесет хаос в мир, просто чтобы дать себе повод продолжать защищать их. Даже если это означает вергнуть мир в катастрофу только для того, чтобы вывести его из нее, став ничем иным, как машиной, которая спасает мир снова и снова и снова. Опять же, это хуже, чем любая демоническая армия. И спроси у Кины, знает ли она, что ей придется сделать до этого. В этот момент разговор прерывает Лили, которая очень рада, что достигла вершины, и Мне понимает, что охраны больше нет.
Прота отделяется, давая дорогу остальной группе, пока наконец он не оборачивается и не смотрит на них, чтобы показать им, что у него самого есть философский камень, который дает немало знаний этой истории, потому что мы явно этого не знали, поскольку это суть сериала Манхарда «Генератор бесконечной энергии», объясняя им, что это уже тот философский камень, который они ищут, и говорит им, что для того, чтобы получить его, им придется убить его, так как если они захотят его, им придется вырвать у него сердце, что автоматически повергнет всех присутствующих в шок, сопровождая это отставкой из армии демонов и возвращением на руководящую должность. Герой человечества, говорящий им, что у них нет выбора бежать, потому что если они попытаются сбежать, он спустится с горы и убьет каждого последнего человека, которого они найдут, и даже уничтожит тексты, в которых говорится, как использовать философский камень. Очень удивленная Балтина пытается приблизиться к Проту, но тот заклинанием останавливает ее, стреляя ему прямо в ногу, напоминая королеве, что она хотела спасти мир демонов. Так что это будет время проявить свою храбрость, и, обнажив меч, атакует их, говоря им, что с этого момента они больше не будут сражаться. Они будут героями этой истории. В воспоминаниях мы можем вспомнить прошлое, когда королева Кидна была маленькой и разговаривала с Бардом о герое. Эта женщина объясняет ему, что он несет ответственность за защиту человечества, и что он настолько могущественен, что даже заставляет ее холодеть, разговаривая с ним. После этого она объясняет, что победила повелителя Хаоса Белиала, могущественного лорда-чародея Астарота и бесчисленное множество других храбрых воинов демонической армии. И после этого советует ей, что если она когда-нибудь станет его королевой, ей не следует сражаться с герой, так как это, возможно, приведет ее к смерти. Однако довольно уверенная в себе маленькая королева демонов говорит ему, что она не понимает, почему она так боится этого героя, если он просто человек. И он добавляет, что если бы я увидел его, я бы просто избил его. Однако единственное, в чем он не уверен, так это в том, что она будет избрана королевой. После этих последних слов мы возвращаемся в настоящее, в котором Эль Прота говорит о том, что именно она сказала, что хочет спасти демонический мир, и что она вытерпит кровь, пот и слезы, чтобы получить мир демонов. «Возьми камень и обрети мир». После этого он обнажает свой меч и продолжает атаковать их, однако Эдварду с трудом удается остановить его. После этого Прота дает свое последнее сообщение, в котором говорится, что если они хотят получить камень и спасти мир, они должны взять на себя роль героев и остановить его там сейчас. Эти слова немного удивляют 4 генералов и королеву, что они не понимают, что он имеет в виду. Но не успев среагировать, Прота появляется перед ней и начинает атаки под удивленными взглядами остальных ее товарищей. После небольшого обмена ударами она спрашивает его, не сошел ли он с ума, но Прота, в конце концов сбив ее с ног, говорит ему, что он все еще в здравом уме, и отвечает ему, что его работа защищать мир и что это единственная причина, по которой он явно не в своем уме. Он живет, поскольку они создали его для этой цели. И ударом в воздух он раскалывает большой камень, который был перед ним, поражая своей невероятной грубой силой Эдварда, который удивлен, что он нанес такой большой урон, просто размахивая своим мечом. Эль Прота продолжает рассказывать о том, что если он не сможет спасти мир, он потеряет свою идентичность, поскольку если человечество в нем не нуждается, то он сам заставит их начать нуждаться в нем, создав для него проблему, заявив, что он спасет мир, даже если сначала он должен его уничтожить. Он атакует еще одной воздушной волной, на этот раз. Один раз в сторону Лили, которой явно удается увернуться от нее. Экинна в этот момент спрашивает его, почему он хотел бы уничтожить то самое, что он хочет защитить, потому что если бы он сделал это, все, чего он ожидал, была бы опустошенная земля. Прота, услышав это, улыбается, говоря, что он защищал этот мир долгое время, поэтому никого не должно волновать, что если бы он это сделал, земля была бы опустошена. Это разрушает это. Он все равно будет громко смеяться. Его товарищи опечалены его словами, а мальчик продолжает говорить и говорит, что опустошение всего этого и начало с нуля звучит действительно хорошо. И что если он разрушит этот мир, с заклинанием из ее руки вырывается мощная воздушная волна, которая снова сбивает с ног королеву демонов, вскакивающий с намерением ударить ее мечом, как только она снова окажется на земле, но Эдвард накрывает ее своей рукоятью, защищая ее и заставляя отступить к Проте. Разъяренный человек-дракон начинает неоднократно нападать на Прота и просит его, пожалуйста, успокоиться, так как на самом деле он не такой. И к этим словам добавляется болтовня, которая говорит ему, что у них нет причин ссориться друг с другом, но эти слова приводят его в ярость гораздо больше Проте, поскольку он думает, что его не слушают, и наполняет острие своего меча магией, автоматически отражая генерала драконов. В тот момент, когда они оба отдаляются друг от друга, волшебница использует обсидиановую сферу, чтобы попытаться запереть Прота,
однако это длится недолго, и она быстро уничтожается изнутри. Мяч от удара, который попадает в бок Эдварду, подбрасывая его в воздух, даже врезаться в скалу. И после этого разъяренный Прота смотрит на Чутину, говоря ему, что если они хотят заполучить его сердце, то они должны убить его, прося их прекратить использовать заклинание, чтобы остановить его и попытаться прикончить его всем, что у них есть. Она отвечает ему, что если его сердце действительно является философским камнем, почему бы ему не продолжать помогать им, как он делал все это время, и напоминает ему о том, что он сказал им, что не предаст их. Он также задает ему несколько вопросов, спрашивая, действительно ли он солгал им или они никогда не были друзьями. Но он просто отвечает ему, что если они его не убьют, то они явно умрут. Когда он поднимает руку и начинает генерировать заклинания светящихся стрел, которые без колебаний стреляют в волшебницу. Но это Эдвард, который, по его мнению, не был их другом. Тот, кто получает ее и ставит перед собой, автоматически жертвует собой ради волшебницы. Как только стрелы вонзаются в ее тело, они взрываются, и Прота пользуется возможностью, чтобы попытаться атаковать ее со спины. Но теперь Кидна, который спасает своего друга, блокируя его мечом, молчит, увидев ущерб, который Прота нанес Эдварду, и начинает задаваться вопросом, действительно ли мальчик хочет покончить с ними. Тем временем продолжается битва между королевой демонов и героем, и он говорит ему, что ему все это надоело. Его способность к гиперреактивному усилению, его несуществование в качестве бессмертного хранителя человечества и все остальное. Поскольку это проклятие для него из-за того, что он не ему даже позволено умереть, чтобы покончить со всем этим, поскольку он продолжает защищать, охранять и защищать. И даже когда они наконец говорят, что им это не нужно, это еще не все. Тогда возникает вопрос, кого я должен ненавидеть. Людей, которые сделали с ним, или демонов, из-за которых они были вынуждены это сделать. После этого он поднимает руку к небу, призывая тысячи стрел света. И после этого он говорит, что теперь все они его враги, поэтому он уничтожит как человеческий, так и демонический мир и раз и навсегда оставит весь этот героизм, чтобы затем опустить руку, заставив все их упасть заколдованные стрелы. Генералам и королеве демонов удается спастись, используя несколько магических силовых полей, но в итоге они очень устали. В этот момент Кидна понимает, что он знал, что в первый раз, когда они столкнулись с Эль-Протой, он сдержался и начинает сомневаться, использует ли он свою истинную силу или нет. И они начинают придумывать план, поскольку знают, что не могут сражаться с ним в этом состоянии. Однако его запас маны еще не полностью восстановился с момента его последней битвы, и он думает использовать последнее заклинание, несмотря на то, что знает, что это азартная игра. И он не знает, получится ли у него, но он должен попробовать. В этот момент мысли Кидны прерывает мольба Лили, которая просит Прота, пожалуйста, прекратить ссору, так как он не такой. Она напоминает ему, когда они были вместе. И он слушал ее, когда у нее были проблемы, и она дала ему очень хороший совет, поэтому она говорит ему, что настала ее очередь отплатить им за услугу. И он просит ее рассказать ему о своих проблемах, и что она собирается его выслушать, чтобы затем снова попросить его прекратить драку. Прота после этого снова вкладывает свой меч в ножны и говорит ему, что это его самая большая проблема прямо сейчас, и это то, что он многого ожидал от них. Но они чертовски слабы, в то время как он генерирует в своих руках две стрелы света, которые он пускает через маленькую девочку, шокируя остальных таким поступком. Это очень злит Акину, которая говорит ему, что после этого он больше не герой, так как ни один настоящий герой не стал бы безжалостно атаковать безобидного и безоружного противника. И он быстро набрасывается на него с мечом, который блокируется Прота. Заклинание молнии, которое оно действительно воздействует на него, однако не причиняет ему никакого вреда, но это радует его, видя, что теперь они настроены серьезно. Она напоминает ему о том, что если он хочет, чтобы его мир выжил, ему нужно остановить это каждой клеточкой своего существа. После этих слов Эдвард постепенно приходит в себя и благодарит его за все, чему он его научил, говоря ему, что он был хорошим учителем и что он глубоко уважает его и ее сердце. Пользуясь этими словами, Прота пытается пошутить, спрашивая его, не передумал ли он, поняв, что он уже злодей. Но Человек-дракон отвечает ему отказом, что он продолжает видеть его таким же образом, поэтому он будет действовать, потому что он его друг. Высвобождая сохраненную силу в своей драконьей крови, обнажая один из мечей и своего рода чешуйчатую броню, и продолжает атаковать его со всей своей силой, нанося удары своей дубинкой и даже бросая в него шквалы огня,
но Прота останавливает меч Эдварда одной рукой, удивляя его, и начинает метать в Эдварда. Заклинание с противоположными элементами, одновременно замораживающие тело человека-дракона и сжигающие его одновременно, делающие его чешую дракона совершенно бесполезной из-за того, что он разрушает ее быстрым изменением температуры и в конечном итоге швыряет его в большую каменную стену, заставляя Экна осознать, что он на самом деле мертв. Впереди у него неудержимый монстр. Пятница, который немного отстранен от боя, уводит Лили в безопасное место. И Экинна возвращается в атаку с помощью Чутины, которая с помощью Чутины создает каменную клетку вокруг Прота и королевы. Он бросает адский огонь в эти камни, чтобы попытаться заживо зажечь его, как если бы это была печь. Но Прота слишком силен и после сильного удара разбивает камни, которые были вокруг него, уходя совершенно целым, но в результате чего королева падает в важная деталь, потому что она не может двигаться. Он думает, что особые способности этого парня – это его сверхреактивное улучшение, что означает, что он копирует способности других и постоянно совершенствуется. Осознавая это, ты также можешь перейти к обороне, что сделает тебя не только сильнее после каждого боя, в котором ты участвуешь, но и выносливее после каждой атаки, которую ты получаешь. Прота постепенно приближается к ней, но внезапно получает неглубокий порез на шее, который был нанесен в результате нападения. За то, что Мернес напал на него врасплох, который сожалеет, что не смог убить его этим движением. Однажды вместе они начинают противостоять древнему герою, и убийца спрашивает его, хочет ли он умереть или хочет, чтобы его убили, на что Прота отвечает, что и то, и другое, поскольку он хочет сражаться с миром и убить кого-то, кто бы это ни был, в противном случае это будет тот же самый, кто убьет его. Это разрушает мир. Но Эрнан говорит ему, что он лжет, так как для этого ему не нужно вступать в армию демонов. Он мог просто начать бесконечную драку. Но вместо этого он пришел туда и начал помогать всем людям, обучая их работать более эффективно, думая о выживших людях, говоря ему, что ему было бы все равно, если бы он действительно хотел уничтожить мир, но Прота просто говорит ему заткнуться. Однако этот продолжает говорить, что он не ненавидит мир и не хочет убивать людей, и что он знает, чего он действительно хочет. Так что в этот момент он атакует Прота со спины, но также бесполезно, так как тот в конечном итоге замораживает его и выводит из строя, чтобы продолжать смеяться и говорить, что он уже сказал, какова его истинная цель – спасти мир, даже если ему придется его уничтожить. Лили быстро возвращается в бой, превратившись в волка Фенрира, и пытается автоматически протаранить Прота. Но тот защищает себя барьером и спрашивает, готова ли она наконец сразиться с ним. Она отвечает ему, что не хочет драться, и несмотря на то, что он все время смеется, не похоже, что ему весело. Поэтому, чтобы помочь ему, сначала ей придется остановить его и сказать ему, что он ее очень любит. После загрузки этого что-то доходит до сердца Проты, так как он показывает небольшую гримасу, будто ему плохо из-за своего поведения. Но через несколько секунд бросает ей вызов, пытаясь остановить его, заставляя ее броситься на него. Быстро выбывает из строя, получив заклинание молнии, которое оставляет ее без сознания на полу. Увидев, что каждый из ее друзей побежден, Экина просит Шутину уделить ей 42 секунды, так как она собирается использовать свою секретную технику. И хотя волшебница немного сомневается, что сможет так долго сопротивляться такому монстру, она наконец соглашается, и королева-демон начинает направлять свою энергию, в то время как мы видим воспоминания из прошлого, в котором мы видим, как отец Кинны разговаривает с ней о том, что он должен научить ее очень важному заклинанию, поскольку король демонов передавался королю демонов на протяжении веков. И после этого они начинают говорить о герое, говоря, что древний король демонов Астарот создал заклинание, чтобы помочь в битве против него, и что оно послужит только для того, чтобы победить его. Однако заклинание имеет предел использования. Его использование чрезвычайно дорого, и он не знает никого, кто мог бы его использовать. Король демонов, который использовал его, был откровенен с ней, говоря ей, что само заклинание не более чем небезопасная ставка. Но королева, гордая его силой, отвечает ему, что ей не нужно доверять или бояться его, так как с его силой этого будет достаточно. После этого мы возвращаемся в настоящее, в котором Шутина и Прота ссорятся, в то время как она говорит ему, что он ужасный лжец, поскольку он все равно мог бы убить Эдварда. Он просто отправил его в полет и прервал Мериса, прежде чем он успел закончить говорить, и он даже колебался, когда Лили предложила ему свою помощь. Все это время не переставая накладывать на него взаимные заклинания. Так что на этом он заканчивает свою фразу, говоря ему, что единственное, что он ненавидит и хочет уничтожить, это он сам, так как Лили не хотела, чтобы он это делал. Он боится будущего, в котором он хочет спасти
спасти мир, но не может, и где его жизнь не имеет смысла. Поскольку он боится, что на самом деле он может разрушить мир, в котором он пытался ради спасения, заставляя себя играть за злодея в этой истории, чтобы его победили. Пока он все еще в согласии и под контролем, и в конечном итоге он погибнет. Зная, что философский камень окажется в надежном укрытии, и люди и демоны вступят в союз друг с другом, когда его не станет. Он, наконец, спрашивает ее, является ли это лучшим, что он когда-либо мог сделать после 3000 лет жизни, и тот наносит ему мощный удар в живот, отправляя ее в полет. И как раз перед тем, как наложить на него заклинание, чтобы покончить с его жизнью, Экинна заканчивает свое заклинание и говорит ему, что именно он умрет. Чтобы быстро вспомнить еще одно маленькое воспоминание, в котором ее отец предупреждал ее, что это заклинание будет использовать всю свою ману, чтобы полностью отключить способности героя. Краткий момент, дающий название этой атаке антилео и направляющий мощный луч света на восток. Обеспокоенная Экина понимает, что Прата может даже уклониться от атаки, сожалея о том, что не смогла никого защитить и ничего не добилась в своей жизни. Однако, обратив свое внимание на Прата, она замечает, что на ее губах звучит благодарность, сопровождаемая грустным взглядом. Тем временем Прата окутывает пустота, и он начинает парить, слушая приказ, который будет защищать человечество снова и снова, повторяясь до бесконечности. И помни, что когда он был создан с единственной целью спасти мир. В этом мы видим миссии, которые он должен был выполнять с течением времени с момента первого вторжения, понимая, что они хотели этого только тогда, когда им это было нужно, побеждая могущественных врагов и автоматически принося мир во всем мире, доходя даже до того, чтобы праздновать этот мир от всего сердца. Однако, чем дольше длился мир, тем меньше мир нуждался в герое. И именно так он постепенно угрожал потерять смысл существования. Пока это не привело к другому конфликту или войне, в которых я мог бы принять участие или у меня была причина жить. Вторжение за вторжением, война за войной, чувство, что мир говорит ему, что он заслуживает жить в нем только тогда, когда он сражается. Постепенно время начало проходить год за годом, минуя даже 1000 лет. И поскольку время текло бесконечно, он путешествовал по миру в поисках битвы, сражаясь бесконечно. Он также помнит, что он был построен на основе развития гиперсил, поэтому с каждым врагом, с которым он сражался, он приобретал новые техники, пока наконец не перестал находить врагов на тех же условиях, что и он, пока не стал тем, кем хотели его создать ученые. Непреодолимое биологическое оружие, которое невозможно убить и которое со временем станет бессмертным. Затем снова наступил долгий мир. На этот раз вы видите двух маленьких мальчиков, покупающих хлеб, и счастливую продавщицу, молящуюся, чтобы этот мир продлился вечно. В этот момент Прата понимает, что ему следует улыбнуться в ответ на замечание женщины. Однако он сам знал, что он был вынужден сказать и я, так как со временем он понял, что есть небольшая часть его, которая хочет, чтобы мир был в опасности, чтобы люди нуждались в нем и имели причину остаться в живых. И он постепенно начал сходить с ума, желая спасти мир. Мир как необходимость из-за страха потерять себя, даже желая, чтобы в мир пришло больше опасности и хаоса. Именно тогда ему пришло в голову, что он мог бы сделать это сам, создав опасность, чтобы он мог снова спасти мир. Поэтому он решил вернуться в то место, где он был создан. В то время как я думал, что в его сериале будет функция, которая не позволит ему причинить вред человечеству. Поскольку способность маскировать мысли не позволяла ему иметь вредные мысли, но развивая личность из собственного эго, он отключил эту функцию для него. Поэтому он знал, как справиться с кризисом, идеально подходит для этого мира, начиная воссоздавать героев прошлого, которые были его товарищами. И его самого с миссией убить всех людей, чтобы он сам мог их спасти, поскольку он все еще не хотел умирать и все еще хотел быть героем. В тот же день он слышит, как солдат сообщает, что демоны начали вторгаться в мир, так как в горах открылся огромный портал. Поэтому Прата решил позаботиться об этом, быстро осознав проблему, которая возникла бы, если бы его план воссоздания героев был реализован. И что если бы его план по воссозданию героев был реализован, он был бы уничтожен. Понимая, что он собирался сделать, уничтожая объекты и уже сформированные тела тех, кто должен был стать его новыми врагами. Анализируя, что он собирается уничтожить человечество ради собственного эгоистичного удовлетворения, понимая, что с этого момента он больше не является автоматически героем. Однако приказ защищать человечество продолжал звучать в его голове, понимая, что на самом деле он был злом и величайшей угрозой в мире.
поскольку он был бы способен разрушить мир и играть с человеческими жизнями только для того, чтобы исполнить свои собственные желания, думая, что ни один король не сможет победить его. Демон может быть более злым, чем он сам. Вскоре после этого, однако, на миссии противостоять армии демонов и стать героем, который спасет мир, в поисках кого-то достойного, кому можно оставить философский камень. Чтобы я мог, наконец, перестать быть героем и больше не представлять угрозы для невинных людей. Я не мог найти никого достаточно сильного, чтобы победить его и защитить человечество вместо него, пока во время вторжения он не встретил королеву Кидну, которая отдала приказ, что, несмотря на вторжение, он должен избегать убийств, насколько это возможно, поскольку любая территория, которую они занимают, должна быть уничтожена. Быть управляемым мирно. Осознав, какой личностью была нынешняя королева демонов, и опросив нескольких ее слуг, все согласились, что она несколько странная. Однако хотел, чтобы демонический мир стал лучше, будучи довольно справедливым, благородным и чистым человеком, до такой степени, что даже был вынужден покинуть мир демонов. На передовой, чтобы вести свои войска, проявляя доброту ко всем своим слугам, независимо от их звания. Услышав, что его вассалы должны были рассказать о королеве, Прата начал думать, что это может быть тот преемник, которого он искал, даже став мостом между человеческим и демоническим королевствами. Итак, сначала он победил свою армию, победив даже 4 своих генералов и саму королеву, чтобы сыграть свою роль героя, чтобы в конечном итоге снова стать бесполезным для людей. Начав с того, чтобы поработать с ней, чтобы понять, подходит ли она тому человеку, которому можно доверить свое сердце. Снова в настоящем Прата получает прямое заклинание, в то время как сильная боль пронизывает тела обоих. Поскольку усилие, которое должна была приложить королева Ехидна, было огромным, вплоть до того, что заставляло каждую кость в ее теле сжиматься, заставляя ее кровоточить из носа и носа. Глаза. Тем временем Прата не мог даже поднять палец, так как все его способности были полностью заблокированы, что вернуло ему то состояние слабости, в котором он находился, когда был создан. Однако грустная улыбка появлялась на его лице, когда он осознавал, что наконец-то сможет спокойно умереть и передать друг другу свои способности. В глазах Экинны он вспоминает предчувствие, которое у него было, когда герой впервые напал на его армию. Услышав свое имя, она поняла, что это название заклинания, и у нее возникло предчувствие, которое явно сбило ее с толку. Поскольку король демонов, придумавший заклинание, сделал это сотни лет назад, и ни один человек не смог бы прожить так долго. Но когда Прата сказал ему, что он родился в механическую эпоху, это предчувствие стало почти абсолютным, подтверждая тем самым, что герой прожил более 3000 лет, будучи тем же героем, который сражался со всеми королями демонов, которые существовали до сих пор, и что на протяжении всей своей истории он был одним из самых могущественных людей в мире. За все это время у него никогда не было друзей и не было места, куда можно было бы вернуться или где можно было бы умереть с миром. Он всегда жил совершенно одиноким существованием, защищая человечество от глубокого одиночества. Понимая, что печальная судьба, на которую был обречен Прата в течение стольких многих лет. Тем временем Прата пристально смотрит Кидне в глаза, давая ему разрешение покончить с собой, так как никто не может сделать все в одиночку. Вот почему способность доверять другим – единственное звание, которое тебе нужно иметь как герою. И поскольку он не смог этого сделать, он провалил свою миссию, поскольку он никогда буквально никому не мог доверять. И после сотен размышлений с обеих сторон они оба пришли к выводу, что все, чего он хотел, это чтобы кто-то принял его таким, какой он есть. Он был, и ему было все равно, герой он или нет. И что они тоже хотели бы спасти его. Наконец-то последняя мысль приходит в голову Пратату, он счастлив, что выбрал их в качестве своих последних товарищей, поскольку даже если он умрет, они смогут объединить человеческий и демонический мир. Сожалея о том, что не смог больше работать с ними, и понимая, что на самом деле не хотел умирать, но, к сожалению, это было необходимо. Поэтому королева Кидна приказала 4 генералам закончить работу, и они одновременно напали на Прата, нанеся ему смертельные раны, которые они заставили Прата улыбнуться в последний раз, и он упал на землю, сопровождаемый душераздирающим криком королевы демонов. Получив мощную атаку, которая завершила битву, Прата открывает глаза лежа на земле, его ядро обнажено огромной раной в груди, и улыбается, осознавая, что наконец-то проиграл. Он говорит, что действительно чувствует себя очень хорошо. Пока к нему постепенно приближаются 4 генерала и лошадь, также изрядно израненные интенсивностью боя.
Увидев его в таком состоянии, Лили пытается подойти немного ближе, потому что она беспокоится за него, но Мерни останавливает ее, схватив за плечо. После этого королева демонов спрашивает ее, действительно ли ей понравился весь этот фарс, притворяясь злодеем в этой истории, на что он отвечает «нет». Ответьте утвердительно, так как я всегда хотел попробовать поменяться ролями. Услышав это, ехидно спрашивает его, почему он сдерживался против них, поскольку она позволила ему нанести свой последний удар и не увернулась от него. На что он отвечает, что не хотел уклоняться от него, так как они проигрывали. Но Чутина упрекает его в том, что с самого начала он хотел потерпеть поражение и поэтому привел его сюда. Это немного злит королеву демонов, поскольку она упрекает его в том, что из-за этой глупости он чуть не убил их 5. И после этого она начинает по-настоящему задумываться о том, с каких пор она планировала все это сделать. Вспомнив ответ мальчика, когда она спросила его, почему она хотела вступить в армию, он говорит ей, что теперь его ядро принадлежит им, и что я использую аварийное отключение, чтобы изолировать себя от энергии других. Камень, и что они могут вытащить его без проблем, но у них будет всего 300 секунд, чтобы сделать это, и что их не следует развлекать, поскольку они могут сделать это только один раз. Бернес спрашивает ее, должны ли они просто вытащить ее, на что Прота отвечает «да». И хотя это немного тесновато, это все равно, что снимать крышку с бутылки. Поэтому убийца намеревается пойти туда, где был его друг, чтобы забрать у него философский камень. Однако Лил останавливает его, умоляя, пожалуйста, не убивайте его. И после этого он делает то же самое предложение королеве демонов, прося ее, пожалуйста, помиловать его. Однако Эдвард держит малышку на руках, прося ее, пожалуйста, не поднимать шума, так как королеве очень плохо, заставляя маленькую девочку-зверя разрыдаться из-за бессилия ничего не делать. Тем временем ехидно наблюдает за Прототом, который полностью улыбается и думает о том, что до самого конца мальчик защищал человечество, поскольку на самом деле он не собирался никого убивать или разрушать их миры, поскольку он знал, что может пожертвовать своей жизнью, чтобы принести мир им обоим и сохранить мир. Он добровольно принял это решение. И что, хотя ему больно это признавать, он действительно герой от начала до конца. Внезапно его мысли прерывает Прота, говоря им, что у них осталось всего 270 секунд. На что королева спрашивает его, сожалеет ли он после всего этого, на что он отвечает, что кто-то должен вернуться к своей работе. И демоническая армия будет действовать наиболее эффективно. Так что, поскольку все в порядке, у него нет никаких сожалений. Услышав это, Лили снова начинает брыкаться и плакать, пытаясь высвободиться из объятий человека-дракона. Однако ее останавливает Мерис, который серьезно смотрит на нее, заставляя осознать серьезность дела и снова расплакаться. В то время как Киднап думает, что в демоническом мире ему нужен философский камень, и Прота приносит ему извинения за все неприятности, которые он причинил. Заставляя Шутину и королеву после этого помериться силами друг с другом, помогает кивком, после чего Кидна подходит к Проту и становится на колени рядом с ним. И этот, сказав, что осталось 240 секунд, прощается про себя с генералами и королевой демонов, думая о том, что это не так. Он рад, что встретил их, и после того, как он закрыл глаза, Экина мягко дает ему пощечину, которая серьезно встает, наступая на тело Проты и говоря ему, что передумала, так как это слишком много усилий, чтобы заключить мир с человеческим миром. Продолжая наступать на него, она говорит ему, что если он когда-нибудь забудет, кто она такая, и напоминает ему, что она королева демонов Великая Ехидна. Так вот почему она действительно очень занята, и у нее нет времени на поручение Прота. Она говорит ему, что он должен радоваться, потому что она решила официально включить его в свои ряды. И поскольку, видя, что он единственное существо, которое прожило 3000 лет и обладает философским камнем, нет никаких сомнений в том, что он единственный, кто прожил 3000 лет и обладает философским камнем. Никто лучше него не справится с этой работой. Обеспокоенный Прота говорит ему, что у него заканчивается время, на что он просит Эдварда образумить его. Но поняв, что это очень сложно, что причина в этом магазине, он прямо просит его убрать камень. На что Человек-дракон смеется, говоря, что он полностью согласен с королевой Ехидной и что ему лучше сдаться, поскольку он хочет многому научиться у Проты, и его смерть была бы для него большой потерей. После этого он спрашивает, не может ли он придумать что-нибудь лучшее для объединения ваших миров, чем человек, проживший более 3000 лет. После этого Лили спрашивает его, почему он подумал обо всем этом. Просто чтобы он мог покончить со всем этим. И спрашивает, почему он не обратился за помощью к своим друзьям, как он ее учил. Когда она ругает его и, наконец, роняет слезы на лицо Проты, говоря, что она глупа, поэтому она не может понять, почему она хочет умереть. Однако она всегда будет слушать его и просить его, пожалуйста, не умирай. После этого Прота смотрит на Мериса и думает, что он единственный, кто может серьезно отнестись к этой ситуации. И напоминает ему, что у него осталось всего 140 секунд и что он рассчитывает на него. Пожалуйста, вытащи у него камень и убей его,
сказав ему не позволять своим эмоциям управлять им. Но он быстро получает удар по плечу от убийцы, который начинает его многократно бить, говоря, что ему не нужно быть хорошим слушателем и что ему просто нужно подраться с ним. Потому что благодаря этому он смог увидеть, что и его слова, и его отношения, и его глаза, и все остальное его тело кричали о том, что он хочет жить. Так что я кричу ему, что если он действительно хочет жить, пусть живет, напоминая ему, что он сам сказал ему, что сделает выбор, о котором он явно не пожалеет. Однако Прата лицемерит, умирая полный сожалений. В качестве последней попытки решает попросить об этом Аутину, которая спрашивает его, осознает ли он противоречивость своих слов. И спрашивает, какова истинная причина, по которой он хочет умереть, на что он в конце концов отвечает, что это для нее. Защищать человечество, поскольку это приказ, которым они наделены, и никто из их серии не может ослушаться его. Поскольку приказ о маскировке мысли стирает любую мятежную мысль до того, как она зародится. И все же, несмотря на то, что он смог дестабилизировать этот орден из-за своего эго, он не сможет сохранить свою идентичность, если не защитит человечество. Потому что если что-то не изменится, он подвергнет человечество опасности только для того, чтобы спасти его. Поэтому, услышав это, волшебница говорит ему, что по этой логике его эго должно позволить ему деактивировать свой приказ защищать. И несмотря на то, что он отрицает это, она заставляет его попробовать. Так что этот человек погружается в свое собственное подсознание, будучи пустым местом, в котором эхом звучит фраза «защити человечество», когда он думает, что это глупо. Поскольку он выполнял эти приказы более 3000 лет, и после небольшого сомнения, действительно ли он может отключить его или нет, вы сосредотачиваетесь на том, чтобы полностью отключить звук и, вернувшись в реальный мир, задаетесь вопросом, действительно ли вы смогли его отключить или нет. Осознавая, что все эти годы он был в ловушке из-за этих приказов, он задается вопросом, убедил ли он себя, что должен это сделать. В этот момент Экина говорит ему, что у него осталось 30 секунд, и что если он действительно хочет покончить с собой, несмотря ни на что, пусть он так и скажет уже, так как это его жизнь, и он должен использовать ее так, как ему заблагорассудится. Эта фраза вызывает у Абрада много воспоминаний, поскольку он сказал ему ту же фразу 3000 лет назад. И королева демонов говорит ему, что если он действительно хочет жить, он не упустит эту возможность. Пойманный по приказу других, заставляя его плакать, осознавая новую жизнь. Жизнь, которая только что предстала перед его глазами, в то время как рана на его груди постепенно закрывалась, чтобы наконец предстать перед королевой демонов, протягивающей ему руку и предлагающей ему место между их рядами, чтобы он наконец вернул ей руку, заключив договор рукопожатием, сопровождаемый словами Кидны, в которых он обещает ей, что ее 3000 лет бесконечного одиночества наконец-то закончились, заставляя Лили плакать от счастья, которая автоматически подбегает, чтобы обнять Прата, в то время как остальные генералы наблюдают друг за другом с улыбкой на лице. Несколько дней спустя мы видим, как Прата ходит по замку, выполняя свои обязанности, такие как пополнение маны, управление ресурсами для войск, проверка того, как все идет на кухне, и просмотр состояния оружия в оружейной палате, среди прочего, пока наконец не прибудет главный зал, где он сможет пополнить запасы маны. Он обнаруживает, что его друзья спят на столе после банкета прошлой ночью, удивляя Прата из-за того, как они были спокойны, думая, что они действительно ослабили бдительность. Однако в комнате с лошадьми она не спала, и это дает ей основание полагать, что в конце концов они разделили вино с героем, а затем заснули в его присутствии. И после небольшого разговора о том, что он обманул их с самого начала, королева демонов говорит, что со дня их собеседования испытанию подвергался не он, а в основном армия демонов. После этого он снова задает тот же вопрос, как будто у него действительно есть какие-то сожаления. Поскольку это был единственный шанс, который у него был, чтобы умереть, и, возможно, у него не будет другого шанса в веках. И он сопровождает это еще одним вопросом, так как хочет знать, сожалеет ли он о том, что отказался от того, что могло быть его единственным шансом освободиться от своего бремени. Он отвечает ей, что это очень хороший вопрос, однако он хочет помочь ей, так как когда они вместе выпили, он услышал ее историю и понял, что хочет помочь ей с этого момента. Поскольку он хочет воплотить в жизнь желание принести мир в оба мира и иметь возможность сделать царство демонов местом, в котором они живут. «Спокойно живи», сказав ей, чтобы закончить фразу, что он абсолютно ни о чем не сожалеет. И несмотря на то, что она спрашивает его, действительно ли он в этом уверен, поскольку она злодей-завоеватель, он говорит ей, что на самом деле она очень хороший человек и с большой волей, поэтому он просит ее, чтобы она была в безопасности. Позволь ему помочь ей, чтобы ей никогда больше не пришлось быть злодеем, оставаясь таким образом доброй королевой, которой она на самом деле является. И обменявшись еще парой фраз в разговоре и посмеявшись над всем, что произошло, они наконец пожимают
пожимают друг другу руки. И она говорит ему, как приятно работать с бывшим героем. В этот момент в комнату входит дочь генерала Эдварда и, увидев, что избранные держатся за руки, неправильно понимает ситуацию и очень нервничает. И после объяснения с Джульеттой он говорит ей, что пришел сообщить, что Вайнберы бунтуют, так как им не по себе с его семьей сделка. Услышав это, королева демонов будет своих генералов, чтобы решить проблему, и приказывает Эдварду навести порядок в это время. В это время королева демонов будет своих генералов, чтобы решить проблему, и приказывает Эдварду навести порядок. После этого входит гоблин, спрашивающий о Лили, говоря, что управление эликсирами задерживается, так что малышка тоже начинает беспокоиться. Марш. Также присутствует Аннет, которая говорит, что один из томов в библиотеке сошел с ума, и она вызывает ток из-за химер, поэтому Чутина решает пойти и решить эту проблему. Наконец-то кухарка просит Мериса помочь ей со столовой, так как без него они не смогут справиться с таким количеством людей. И после этого постепенно продолжают приходить люди с просьбами о командах и задачах, которые необходимо выполнить для всей армии, о чем он напоминает Проте о том, что она сказала ему, что сделает все возможное, чтобы помочь ей, на что он с улыбкой говорит ей, что приступит к делу. И счастлив за свою новую жизнь, подумай об истории героя Лео, биологического оружия, созданного 3000 лет назад, который освободился от своего древнего ордена, чтобы продвигаться самостоятельно. И как он поступил с дорогими товарищами и друзьями, которым я могу доверять, чтобы наконец отказаться от всего героизма и наконец четко прожить свою жизнь. И на этом аниме заканчивается. И если ты дошел до этой части видео, не забудь прокомментировать секретное слово «свобода», поскольку именно этого добивался Прота. И не забудь оставить свой лайк, нажать кнопку подписки и активировать маленький колокольчик, что чрезвычайно важно. Кроме того, если ты хочешь поздравить в одном из видео или хочешь порекомендовать мне аниме, чтобы подвести итог в следующем видео, подписывайся на меня в Instagram, который будет по ссылке в описании, и я добавлю, что это будет очень важно. В комментарии исправлено, так как очень скоро я буду приветствовать всех, кто последует за мной туда. И не говоря больше ни слова, Пинья Кола Асад прощается.